Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером присоединились к трансляции. Какая-то магия происходит, в общем, какое-то вмешательство. Предыдущая ссылка, она оказалась нерабочая. Как бы трансляция включилась и выключилась, началась и завершилась. Видимо, очень и очень напряженный нас сегодня ожидает шум. Но, тем не менее, я очень благодарен, что вы все равно ждете, все равно переходите, в телеграм-канале находите, на канал заходите. Вот такой непростой, подсанкционный, но, тем не менее, легко ориентируйтесь в том, что мы здесь делаем. Вчера, к большому сожалению, шум провести не удалось, но удастся сегодня. И сегодня хорошенько пройдемся по всему тому, что нас окружает. Традиционно, как всегда, несмотря на то, что немножко время непривычное, да и понедельник день тяжелый, очень легко проведем нашу любимую игру в города. Да, города. Всем большое спасибо, что пишете. Правила очень простые. Вы пишете, кто вы, откуда. Если слышите что-то, что вам понравилось из географии, ставьте лайк обязательно этой трансляции и, конечно же, принимайте участие в этой игре в города. Шумим, действительно, мы вместе, спасибо большое. Значит, тут говорят, что опрос манипуляции, в общем, к опросу позже. Алтай МСД решает задачи. Кишинев, привет, Светловодск, Москва, Тольятти, Петербург, Троя шумит. Троя, я так понимаю, это не древний город, а Троещина. Витание з Львівщины. Люблю ваши эфиры. Спасибо вам большое за то, что стали спонсором. И со Львова. О Львове тоже немножко поговорим сегодня. Бердянск смотрит, Екатеринбург, Ярославль, Смоленск. Одна отдушина, шум. Спасибо вам большое за то, что шумите. Ведь этот проект, он создан не для того, чтобы там чего-то обсудить, показать, высмеять, или там похайповать, а для того, чтобы вылить, излить душу в комментариях. Поэтому очень большая просьба. Я всегда очень радуюсь, когда просматриваю после эфира, там кто смотрит записи, что вы комментируете то, что вошло в шум, то, что мы с вами обсуждаем. Это очень важно. Белгород, Воронеж, Ярославль, Пальма де Малорка, Александр Могилев, Беларусь шумит, спасибо. Ставрополь шумит, Питер, Крым морское, населенный пункт. Копейск забыл, как забыл. Вот он, Копейск. Копейск Рублевку бережет. Такая новая поговорка. Италия смотрит, Болгария шумит, Загань, Венгрия, Равин шумит. Ох, он нашумел, этот Равин Днепропетровский. Ой-ой-ой-ой, все, друзья, 15 января. Аривидерчи, война. Ставрополь, Тверь, Липецк, Ухта, да. Кострома. Ого, ничего себе, с Ухты. Вау, класс. Впервые я, кстати, вижу в игре в города этот населенный пункт. Город Владимир, Кострома, Рязань, Заравшан, Узбекистан, Штутгарт на связи, Запорожье, Карелия, Коми, Брест, Беларусь, Дон с вами, Гусь Хрустальный, спасибо большое. В Чикаго. Вот это интересный, замечательный населенный пункт. Краматорск, Кострома, Аланья, Кривой Рог, Санкт-Петербург на связи Рига, Новосибирск, Нальчик, Прага, шумит Дилдо, Канада. Я шумлю, алло, ну так конечно, давай, Карандашик, шуми, Карандашик пишет, как говорится. Спасибо большое, Лисичанск, Александровск и Донбасс шумит. Саша, почему такое красное лицо? Что-то, наверное, со светом, может быть. Ну, в принципе, вообще, конечно, стыдновато вот это все, о чем мы сегодня будем говорить. Но давайте все-таки постыдимся позже, там в определенных моментах есть над чем постыдиться от того, что и как происходит у нас на планете Земля. Но давайте к опросу прямо сейчас перейдем. От кого сейчас зависит, продолжаться ли войне в Украине? В большей мере не продолжаться, а в большей мере зависит. Ну вот в большей мере выберите. Путин, Трамп, Зеленский, король, Карл. Такие варианты. Можете свои написать в комментариях. В конце мы обязательно подведем итог голосованию. И спасибо большое, что оперативно перенастроились по этой ссылке. И да, вот то голосование ушло. Ну и, соответственно, ушла та ссылка. Ну так бывает. Техника, YouTube, техника на грани фантастики. ТЦК шумит. Это да. Челябинск приветствует. Курск, Украина пишет. Ну раз Курск, Украина, ну тогда
да, приветствую вас, да, Клайпеда, Литва, с нами, лайк, спасибо большое, Пермь шумит, Тернопиль, Эстерсунд, Швеция, шахтеры ждут шума, пишет Антон, Лимассол, Кипр, Одесса, СССР, Нагойя, Воронежские на левом берегу Днепра, люди хотят войны, да, война не то. В Украине нет Курска, это да, Снежногорск, Шелестянск, Акерман, Ташкент, станица Луганская, вау, ничего себе, станица Луганская, бывал там несколько раз, Красноярск, привет со Астаны, привет в Астану, Киев, Кубань, Стаханов, Белгород, Италия, Шелестоград, ну, в общем, любите вы, да, Докучаевск, Снежногорск, Калининград, на связи Трусковец, офис президента Зеленского, привет из Польши, привет вам в Польшу. Друзья, ну, на самом деле, я очень благодарен за то, что вы ставите лайки, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, если еще не поставили, сделайте это, и давайте немножко, как бы, пошумим. Начать, конечно, предлагаю с таких более широких мазков этой всей картины, и Трампа, который опять всех помирил, ну или пытается помирить. Сегодня он сделал заявление о том, что он закончил уже там кучу войн, 8, 7, 8, 9 на подходе, 10 на подходе. В общем, Трамп прет как паровоз. И все под него спину гнут, все прогибаются. Трамп даже прогнул британское издание The Time. Да. Вот я в шуме, помню, рассказывал, вот эту обложку, да, он очень сильно раскритиковал. Мол, фу, что это такое? У меня там маленькая корона на голове. И вообще, почему маленькая? И вообще ракурс нижний, отвратительная фотография. Говорит, поменяйте. Ну и что вы думали? Поменяли, послушали Трампа, и теперь он будет выглядеть вот так. Не знаю, как бы та фотография, он хоть смотрел вдаль там куда-то, да, вот это вверх, вдаль, а сейчас что-то он смурной. Но, тем не менее, Трамп шагает по планете. Следующая остановка Трампа – это Индоазиатский регион. Случилось, кстати, что-то такое необыкновенное в этом регионе, потому что в Южно-Китайском море какая-то пошесть с авианосцами. Мы помним, как падали там самолеты. Ну, упал самолет, бывает, да? А тут там вертолеты начали падать, причем один за другим, спустя 1 час. То ли как бы расслабились, если не сказать рассобачились, служивые матросы на этом борте, то ли, ну, или на борте, или на этом судне, то ли вообще какая-то диверсия. Ну и сам Трамп на борту самолета, он сегодня перелетал в Японию, встречался там с императором, с новым премьер-министром, женщиной, и говорит, что-то вот я подозреваю нечистое, неладное что-то происходит. Если тут загадка, если там доля какой-то конспирологии, поживем, увидим, однако это тоже определенный знак. Вовсю Трамп шагает по планете, угрожает Венесуэле, Мадуро хоть как мира не просит. В общем, сегодня стало известно, что что-то таки будет в Венесуэле. И миротворец с грозным лицом Трамп не может, так сказать, похвастаться успехом вообще в каком-либо деле. Ну, кроме, конечно, Камбоджи и Таиланда. Вообще, если честно, я сам родом из Лисичанска, это колыбель Донбасса, город там, где родился Донбасс, то есть там нашли уголь, ну, по официальным версиям. Хотя, конечно, неофициальных много, уголь еще много где нашли, но вот именно на Донбассе считается вот так, да. И, в общем, как любой парень в суровых 90-х, да, застал те периоды, когда, условно, там панки дрались с рэперами, одни район на район, стенка на стенку, то есть это была такая часть культуры определенная. И очень шибко, там южная часть города, а напротив, получается, Северский Донец, дальше поля и село Боровское. Вот прямо он напротив, да. И там вот ряд озер было, и вот на одних из озер были какие-то стрелки, то есть ходили городские на сельских, сельские на городских. Хотя село такое достаточно большое, Боровское было, ну, до этих всех военных действий много людей. И, в общем, лютая вражда, одни друг на друга. Дрались. И, в общем, дрались, и эти легенды ходили просто, ну, какая-то несусветная история. И кто бы ни пытался помирить,
все не помнили, как кто... Вот никто не запомнил, как кто помирился. Все помнили, как дрались. И, в общем, Трамп не напоминает вот этого человека, который мерит Камбоджу и Таиланд, как жителей там Лисичанска и Боровского, например. Ну, или там Северодонецка и Боровского. Они там как бы вот эти были в 90-х движухи. И как бы ты понимаешь, что вроде бы когда он говорит миротворец, и сегодня сделал заявление, что в Украине очень скоро положит конец войне, но, в общем, видится и... Именно что Трамп это сделает или каким-то образом, понятно, что он припишет себе победу, но как он это сделает, непонятно. Вообще у Трампа такая специфическая ситуация, и внутри тоже тут появилась женщина, которую он победил. Камала Харрис не исключила, что в будущем снова может участвовать в президентской гонке. Значит, возможно, я еще не закончила свою карьеру, я посвятила служению обществу, и это у меня в крови, заявила она. В то же время бывшая вице-президент считает, что ее предупреждения о том, что Трамп станет тираном в случаях победы, сбылись. То есть, что, как вы там, выбрали себе Дональда? Вот теперь получаете, а была бы я бы была, конечно, еще та. Параллельно с этим развиваются, опять-таки, да, вот эти вещи, что там Трамп и сам говорит, намекает, бейсболки показывает, Трамп 2028, ему в следующем году 80 лет, а он собирается в 28-м, то есть через 2 года опять становиться президентом, и во все это обсуждается в американской прессе, в американском обществе на фоне шатдауна, никак не заканчивающегося, госдолга растущего, но Трампу нужно что-то демонстрировать. Встреча с Си Цзиньпином будет ключевой в рамках вот этого саммита в Южной Корее, но уже есть определенные наметки. Наметки на то, что Трамп, как ни хорохорится, будет уступать. Но все же это видят, в том числе и Россия видит, и все остальные страны, условных БРИКС, да, те, которые подавали заявку, те, которые они смотрят на Трампа и уже, похоже, начинают считывать его модель поведения. Потрясающий фрагмент этому был, который подтверждает это, был в Малайзии на встрече с Лулой да Силвой. Значит, тут очень важный язык тела. То есть, смотрите, как все, да, вот сидят, да, сидят, есть такое выражение телевизионное, яйца греют, ну, такое вот, как бы сложив руки у причинного места, вот они сидят. Но вы обратите внимание, пожалуйста, на Рубио. Рубио смотрит Трампу прям в рот, прям с таким неистовством, как будто человек шагал по пустыне, ощутил жажду и увидел этот родник, и он на него только смотрит, прям в рот ему заглядывает. А это кто? А это Лула да Силва, который ножка на ножку листает документы. Понятно, что там вопросы от аудитории. Да, Россия в Украине там должна закончить вот это все, он декларирует, опять он делает паузу, сразу как гав, вот эта пресса, которая пытается чего-то выудить, какой-то ответ на вопрос, но вы видите, как себя ведет Лула да Силва? Во-первых, достойно, вальяжно, он знает себе цену, он понял, как говорить с Трампом, хотя Трамп у него под боком, у Лулы, он там уже и Колумбию собирается как бы захватывать, и Венесуэлу. По Венесуэле вообще сказали: Мадуро, езжай в Россию или Китай. Ой-ой-ой, там целый сенатор-республиканец разродился таким макаром. Вообще, то, что американцев, то, что Трампа начинают понимать, это вызывает даже некоторую оторопь в аналитических кругах. Ну как это так? Мы же всю жизнь знали, кто такие американцы. Ну, вот те, которые на американские грантовые проекты работали. Грантоеды знают же американцев. Все знают американцев. Ну, елки-палки, а тут как бы все начинают перестраиваться. Очень много, с одной стороны, критики, надсмешек, с другой стороны, загадочности в визите Дмитриева в Соединенные Штаты Америки. Разошлась вот эта публикация с цитатами Путина, конфеты, да, там. И кому ж он их... И он их дарил. И одной из получательниц этих конфет, да, шоколадных,
стала Анна Паулина Луна. Та, которая в хвост и в гриву Зеленского, та, которая достаточно яркий человек, и с ней встречается Дмитриев в рамках своего визита и в рамках выступлений по американскому телевидению, в рамках встречи с Уиткофом и так далее, и так далее. Значит, это некоторые высказывания президента Путина, и это просто для того, чтобы вы знали его образ мыслей, потому что вот это говорит о том, что мы не бросаем своих людей, и это один из его посылов. А здесь он говорит о том, что важно, в общем, если диалог будет успешным, он будет обязательно продолжен. И она говорит, позвольте мне сказать вам, если все встречи будут с цветами, кокетничает Анна Паулина Луна, ну, в общем, я если с шоколадом, я вообще готова. То есть, смотрите, можно смеяться над этой дипломатией, но это уровень спецпредставителя. Я встречал где-то такую мысль, мол, смотрите, да, вот... как бы приезжает Уитков в Россию, в Москву, да, его Дмитриев провожает, и они с целым президентом сидят и общаются. А, мол, Дмитриев приехал, а его президент не принимает так, не проводит с ним 4 часа. Мол, фу, позор и так далее. Но с другой стороны, дипломатические каналы, они официальные, бизнес-каналы, они рабочие. Причем интересно, что и дипломатию никто не отметает. Вообще очень странно. Ввели санкции против Лукойла, против Роснефти. Там уже сосчитали 5% от рынка. Рынок как бы перетопчется, да и экспорт не будет снижаться. То есть другие покупатели, получается, перекроют вот эту всю историю, хотя ущерб на первых порах действительно, там 5 миллиардов подсчитано у двух компаний долларов. Трамп говорил о том, что подождите полгода, мол, через полгода посмотрим, однако тут не в этом вещь. Это такая очень мягкая сила, мягкая шоколадного цвета, с цитатами Путина, которую он включил в свою поездку. Командировку. И оттуда, ну, соответственно, несутся новости, несутся комментарии. Примечательно, что украинский посол, новая Стефанишина, но надо же было что-то делать, надо как-то реагировать. И она говорит, введите санкции против Дмитриева. То есть тот приехал с конфетами, с изображением Путина, а она говорит, давайте санкции введем. И визит достаточно продолжительный, несколько дней. То есть это не просто рабочая поездка, а там что-то решается, предлагается, и, возможно, какие-то открываются новые горизонты договоренностей. Горизонты не в плане условий. Публично условий никто не менял. Лавров сегодня разошлась очень интересная цитата. Украинские паблики понесли, говорят, все, Лавров говорит, что Путин согласился на заморозку войны. Хотя потом вслушались, нет. В общем, Россия согласилась на принципы за окончание войны в Украине, которые согласованы в Анкоридже на Аляске. Они взяли какую-то паузу подумать, видимо, сейчас додумывают, и, в принципе, все совсем согласны. Но не с тем, что сейчас, а с тем, что тогда. Ведь истинная задача была сорвать Анкоридж. Есть предположение, что в Анкоридже договорились, что ВСУ уходят из Донбасса, а вот эти вся линия разграничения по Запорожской и Херсонской областям, она остается вот как бы как есть. Да? Ну и плюс, наверное, бонусом в качестве темы обмена территорий отдается небольшие, но такие достаточно свои специфические территориальные приобретения в Днепропетровской области, Сумской области, ну и Харьковской, судя по всему. Хотя то, что сейчас происходит с Купянском, ну, здесь, вы знаете, тут уже как бы приходишь к такой мысли, что то, что вот так забирают, не отдадут. Ну вот просто по обмену землям, и никто не заставит армию после таких боев, и вот после вот того, что сейчас мы наблюдаем, ну, такие последние дни борьбы за Купянск, чтобы отошли на границу восточнее с Луганской областью. Тут возникают вопросы, тем более, что Купянск-Узловой уже практически там бои, это означает, что и там котел замкнулся, ну и, конечно, в Покровске тоже. В общем, Россия не отметает контакты с Америкой и ведет достаточно очень сдержанную риторику. Теперь хоть какие-то ориентиры по поводу возможной встречи с Трампом? Пока ориентиров нет, но Вообще никаких. но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, то это сохраняется.
Значит, это Ушаков, помощник президента, к нему пристали традиционно из, ну, условно, кремлевского пула. Говорит, ну, вообще есть вообще какие-то... как бы, наметок нет, но мы готовы, готовность сохраняется. Ну, это получается, до Нового года точно уже ничего. Знаете, я не знаю. Вы помните, насколько быстро мы с Анкоридж договорились провести? Да, вот Анкоридж, помните, договорились быстро. Так что, может, до Нового года, ну, в общем, не ответил нет. Вполне возможно, встреча таки будет. Ведь и сам Путин говорил несколько дней назад, что Будапешт, который отменили, он переносится, просто оттягивается во времени. Чтобы что? Чтобы понять формат общения, сотрудничества, чтобы разобраться и в этих отношениях какие-то найти точки соприкосновения, новые, старые. И одна из таких точек соприкосновения является, конечно же, буревестник. Ракета, которая там 14-15 часов покружила в воздухе, выпустили ее с новой Земли, норвежская разведка это подтвердила. Да, говорит, буревестник показал Путин Трампу. Есть предположение, и это предположение очень и очень, я думаю, что оно имеет под собой место, что это не все, что может показать Путин Трампу из нового оружия. Во-первых, об этом буревестнике было известно давно, как о самой разработке. Да, вот она летает, успешно прошла летные испытания, там махи, там атомный реактор, который позволяет держаться в воздухе столько, сколько нужно. Уже вовсю аналитики изучили буревестник, говорят, что этот золотой купол над Америкой и Канадой бесполезен против буревестника, потому что, ну, во-первых, оружие нового типа. Оружие, которое будет бить в цель четко, когда ему скажут, когда оно будет запрограммировано, а до этого момента пуска, в общем, ты не понимаешь. Да? Мы на самом деле можем только догадываться, да, когда это будет применено, и, в общем, это конкретный, ну, такой кулак, который заносится над страной. Какой? Америкой, потому что это для Америки. Трамп комментирует, говорит, мы с Путиным в эти игры не играем, в общем, у нас есть, нам не надо на 8 тысяч километров никакой ракеты, у нас есть какая-то супер мощная классная подводная лодка, которая сейчас у берегов России, если что, мы там как ударим, и нам этого всего не надо, у нас другие подходы. Подходы другие, но разработка правда интересная, тем более, что работает она исключительно в том числе и в том формате, что, ну, если началась война и нанесены удары, то это возможность отложенного удара. А, как говорится, холодная месть, это, особенно в ядерной войне, это такое, знаете, блюдо, такое, которое очень тяжело переваривается. В общем, начинается игра, большая игра. Многие сравнивают ее с Карибским кризисом 2. Ну а что же украинская дипломатия? Украинцы тоже. Сегодня Сибига ходил к Зеленскому, разговаривал. Ну, в общем, сходил, поговорил. Все тоже на оружии держится у української сторони. Правда, Уіткафа в Київ позвали. Запросила американських високоурядовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Вітков. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів. А взагалі-то для наших американських союзників не потрібно додаткових запрошень, воно завжди залишається відкритим. То есть поняли как? Ну, вот он вроде как и сказал, и лизнул, и прогнулся, и шапку снял, и все. Говорит, ну, переведем. Когда захочет белый господин приехать, мы всегда рады, мы всегда там, мы вот, пожалуйста. Виткова звали, но Витков встречается с Дмитриевым в США, а приглашением воспользоваться, приехать в Украину не торопится. Ну что, для этих дел есть у американцев телок. Вместе с этим о сроках войны очень специфическим образом, таким достаточно грозным, в Sunday Times публикация Туска, который делится своим впечатлением от общения с Зеленским. Туск говорит, что Зеленский ему сказал, конечно, там, да, мы там заканчиваем войну, но может Украина воевать 2-3 года. То есть 2-3 года, говорит Зеленский Туску. Туск рассказывает Sunday Times.
И я так понимаю, что где-то в этих пределах и является, ну, вот срок какого-то стратегирования. Почему я делаю такой вывод? Да по сегодняшнему обращению Зеленского. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Я сьогодні провів ставку. Багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари. В тому числі ми говорили з виробниками зброї для діпстрайків. Це правильний формат ставки, коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет, і за фінансування, і дипломати. То есть, значит, что Зеленский? Смотрите, у него сегодня очень потужное обращение. Он уверен в себе, он достаточно уверен, излучает эту уверенность. У него сегодня была правильная ставка. Ставка имеется в виду заседание, да, всех, в общем, бизнес пришел, оружейники, все сегодня было правильно, потому что и дипломаты тут как тут, и бизнес, и, в общем, и денежка есть, и все крутится, заводы крутятся, денежка мутится. Сегодня хороший день, ну, хороший день, и дипстрайки, то есть дипстрайки обсуждает Зеленский. Найбільш ефективним виробниками ми даємо 3-річні контракти. Ми збільшуємо такий підхід довгих контрактів, щоб і для виробників було більше впевненості і для нашої армії. Так, а это уже интересно. Значит, они на этой ставке собрали дипломатов, потому что, ну, деньги из-за рубежа, производителей, и он дает 3-летние контракты. 3-летние. То есть, смотрите, задача урвать как можно больше денег. И элементарная, как бы, история торга, очень элементарная. Говорит, давайте нам деньги. Сколько вам надо? Ну, там, 40 миллиардов, чтобы хоть как-то протянуть войну. Ну, война же, видите, как-то, она развивается, давайте больше. Говорит, давайте на 3 года. Ну, вот давайте на 3 года контрактик подпишем. Давайте, потому что так на год, а так уже, смотрите, не 40, а там 120. Ну, это гипотетически беру цифры. То есть идет элементарный торг с расчетом, а потом он ляжет в папке еврочиновникам, что война будет идти 3 года. Хотя, конечно, риторически Зеленский дальше это все выставляет, что, мол, нет, не 3 года, в общем, безопасность, даже когда война остановится, разработка и производство средств дипстрайков, ну, то есть дальнобойных ударов по России, будет нужно. То есть, вы понимаете логику? Война закончится какими-то договоренностями. Давайте не будем сейчас там полностью удовлетворяющими Россию, или не полностью, или частично, или там просто заморозится, никто ничего удовлетворять не будет, но Зеленский даже после войны будет точить кинжал дальнобойний в сторону Росії. Кожну ставку я перевірятиму темп по контрактах, це має бути реалізовано. За будь-якого сценарію Україна завжди має бути і буде достатньо далекобійною. Зараз, в час війни та не менше після війни, як частина гарантій безпеки для майбутнього, для наших дітей. Это для детей. Ну, если вы не поняли. Смотрите, это вот дальнобойные ракеты, это для детей. Дети наши будут, они вот в песочнице сейчас играются, да, там в бомбоубежищах сидят, уроки проводят, или бегают там, из детского сада, да, вот вниз в подвал, чтобы, не дай бог, ничего не прилетело. Это детки, они там будут, ну, нормально все. Далекобійність – це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу і наша влучність працюють фактично у координації. Смотрите, он сегодня такой бодрячком. Санкции мира, наша точность, координация. Ух! Щоб у цієї війни було завершення справедливе для України. Всі завдання щодо діпстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Я дякую за влучність кожному підрозділу, кожній складовій Сил оборони та безпеки України. Дякую виробникам, тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. О, по-настоящему и полностью. Сегодня разошлось, как Алла Мазур в ТСН говорила с Зеленским, говорит, что-то вот Фламинго как-то не пошел. Не пошел Фламинго, там была ошибка одна, и нам не удалось его, так это Зеленский, как бы, да, ему
Ну, смотрите, тут вариант такой. Деньги распилили, начухали про какую-то, ну, в общем, как бы накрошили, собственно, ему с 3 короба, нарассказывали о том, что смотрите, смотрите, там какая-то проблема, надо вот сейчас мы ее решим, пройдет какое-то время, и вот тогда фламинго полетят. Ну, и он это ретранслирует, потому что сам в этом как бы не бум-бум, но он бум-бум и понимает, сколько денег дается, сколько можно выложить, сколько можно отложить, сколько реализовать и какую продукцию, собственно, ну вот, контролировать, да, поток. Тот или иной поток. Он же спрашивает не за накладные, а он спрашивает за поток, кто сколько. Поэтому это очень специфическая была история, когда фламинго не сработало из-за какого-то, да, технічного рішення. Фінансування забезпечуємо. Фактично, в щоденному режимі працюємо щодо ППО по кожному партнеру, які можуть допомогти із системами ППО, і також з постачанням ракет. Нет ракет, нет ПВО, нет. Вот эти гриппины, они, понимаете, в чем дело? Они, конечно, это, конечно, хорошо, гриппины, но их тоже будут использовать как ППО. И понятное дело, да, там, конечно, все говорят, что вот, смотрите, шведские самолеты, но они будут опять через 3 года. Вот это магическое 3 года, 2-3 года, как 2-3 недели. 2-3 года. На это и настраивайтесь. Почему? В том числе и потому, что опять магия. Буданов об этом недавно говорил по поводу России. Сейчас очень большая, ну, такая информационная волна. Она, в принципе, была максимальной в 22-м, там, 23-м. Сейчас вот опять ее искусственно пытаются поднять, что Россия сейчас завтра развалится. Развалится, распадется, нефть продавать будет некому и так далее и тому подобное. Но Буданов публично озвучивает немножко другие вещи. Будь-яка довготривала війна жодній країні ніколи не допомагала. Тому ваша теза про те, що Росії стає все важче і важче, вона, в принципі, апріорі правильна. Проте питання ж в тому, наскільки критично це для неї зараз. Ви самі окреслили багато факторів. На жаль, це далеко не те, про що всі мріють. Это не то, о чем все мечтают. Ну, все мечтают, имеется в виду, что все Кирилл Буданов, он же, понятно, это Киевский экономический форум, что мечтают, что Россия рухнет экономически, развалится. Ну, мечта такая у многих людей. Запас міцності там існує. Досить такий серйозний для ведення війни, досить тривалий проміжок часу. Те, що вони відчувають економічні проблеми, це правда. Але це ще не той рівень, скажімо так, соціальних і фінансово-економічних проблем, який змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу. Вот так вот. То есть еще повоюем. И эти там 2-3 года это как бы задел. Давайте, 2-3 года. 2-3 года. То, что уже в следующем году будет плохо, и Эль Паис пишет, что денег до апреля месяца, не важно. Важно то, что сейчас, ну, нам сейчас дайте денег и оружие на 2-3 года. Мы будем заниматься, конечно. А по поводу дипстрайков, так мы вот наносим их. Смотрите, удар дронами по Москве. Был. Опубликовали на один день, да, вот позавчера, по-моему, да, позавчера опубликовали вот такие замечательные карты, мол, сколько ПВО в Москве. И тут поехали С-300, С-400 полностью по кругу, в общем, они друг дружке рядышком, самый большой радиус. В общем, ах, какое ПВО. Но, тем не менее, мы по ним бьем дронами, снимают там мобильные огневые группы. И вообще, у нас есть история успеха, говорит Зеленский, в дипстрайках. Вот даже такую инфографику слепили. Значит, топ-7 ударов по военным и промышленным объектам по дальности. И тут прям интересно, смотрите, Оленегорск, Оленья, да, 25 июля 24 и 1 тоже
первого, в День защиты детей, да, 25-го, это паутина. 1800 километров, 2000 километров. Тут вот смотрите, нефтеперерабатывающий в Тюмени завод. То есть это удар был, это вот самые далекие удары. А вот село Среднее, Иркутская область, военная авиабаза Белая, представляете, первый, это вообще вот это удар. Это очень далеко, 6000 километров, это паутина все, да, паутина, Украинка, вот это вот, Амурская область. Так вроде ж не долетела до Украинки, вроде, но нет, удар был, видите, и Белая, и Украинка вообще, ну, сбились, писали на коленке эту карту, эту инфографику, сбились. Башкортостан, вот смотрите, да, и 24 сентября били, и 18 сентября, и 9 мая 24 били. 1500 километров на секундочку. Смотрите, какая классная инфографика от слова и дела. Это топ-7 ударов по дальности. Сколько там было дальности и почему тут определенная ошибка, всем понятно, что это диверсанты изнутри запускали дроны. Где-то это было серийно, как паутина, где-то это было, ну, вот так вот точечно. Этих диверсантов сегодня были новости, вчера, и, в общем, их там ФСБ ловит, милиция, полиция российская ловит. В общем, это такой... Но это же наша дальнобойность. То есть... Элементарно, мы берем вот эти наши топ-7 дальнобойных ударов, показываем партнерам, говорят, о, гуд, поэтому вот давайте развивать ваши дроны, фламинги давайте строить. Правда, потом какой-то там детали не хватит, и, в общем, серийного производства не будет. Но не будет же он говорить о том, что россияне разбили производство фламинго, о чем, собственно, и заявляют. Заявляли они совсем недавно. Конечно, не разбили, это вот просто что-то не хватает. Потому что если... томагавков нет, а их нет. Если их пытались выдать за фламинго, идея так себе. Если другие ракеты пытались выдать за фламинго, то мы понимаем, что их не дали. Иначе фламинго бы жило фламинго, живое фламинго было бы, понимаете? Поэтому, и так вот, знаете, вот с этими всеми передергиваниями, вот этими наперстками, я помню, как в начале президентской кампании Зеленский снимал ролик вот с наперстками стаканчики, да, вот это он там шарик, там говорит, вот, смотрите, там власть, политики с вами играют. Он искусно и превратился в этого политика, который дурит, играет, обманывает, ездит по ушам европейским партнерам и снимает пенку вкусную. Гешефт называется. Более того, все говорят, что он будет играть в это долго. Очень долго. Вот, например, Чалый, екс-посол в США, що говорить. Виборів немає, влада втомлена. Ну, слухайте, 7 років це багато. Власть устала. Ну, подождите, 7 лет это много. Будь-хто очі замиляться, а ще пару років і буде путінська історія. О, еще пару лет, и Зеленский пойдет дорожкой Путина. Будет путинская история. Это вообще крамола как можно. Зеленского Светлоликова сравнивать с Путиным. Ще після 7, ну, у президента 7, да? І у парламента вже. І ще почекайте ще пару років, вони вже нікуди не підуть. Они уже не уйдут. Смотрите, к Чалому можно по-разному относиться. И я знаю к нему по-разному. Ну, у меня к нему нет особого пиетета, но если человек даже высказывает, ну, даже который там тебе антагоничен, да, то есть, ну, или там вы полностью противоположное по определенным вопросам мнение, но он говорит правильные вещи. Вот тут надо Чалова послушать. Они еще 2 года, они же присосались, они же сосут. Они 2 года еще пососут, а потом вообще их не отцепишь. И они никуда не уйдут. Они будут перерождаться. Они будут ставить фунтов, менять. Эта система уже не отпустит страну. То і це погана історія для всіх нас, тому що питання важливе, а яку країну ми ще хочемо отримати після всього цього? Це... Подождите, это вообще не вопрос Чалова. Мы не хотим, значит, как, после всего этого мы вроде как должны хотеть какую-то страну получить. Понимаете? То есть, а кто об этом спрашивает? А кто мы? Они получают страну, которую не отпустят.
Они не собираются ее менять, они не собираются уходить. А то, что ты думаешь, что после войны будет какая-то другая страна, это твои личные половые трудности. Що ніхто це питання не задав. Куди вони дінуться, ми вже це правда. В цій країні так. А якщо ви кажете, то... Але подивіться єдиний марафон. Це ж катастрофа. Я не дивлюся. Це катастрофа просто. Катастрофа-марафон. Ну что, нормальная катастрофа. Она же как, если катастрофа продолжительная, она требует больше и больше денег. На марафон выделяются больше и больше денег с каждым годом. Взагалі, ну, я не знаю, як так можна. Тобто сьогодні все настільки добре, все прекрасно, є супер результати, прекрасний візит, прорив. Ми ще обговорюємо томагавки. Продовжуємо. Які томагавки? Що ви говорите? До речі, це не тільки єдиний марафон. Я подивився і на інших каналах, які ну, там не пускають якби, в ефір повністю. Там теж приблизно те ж саме. Проходить день, дивлюсь, всі, все пропало. Американські газети написали, Financial Times написав, всі траур у нас. Провал, президента тиснув там. Слухайте, а можна, щоб це нам сказав не Financial Times? Нет, нельзя. Это должен сказать Financial Times. Потому что Financial Times, он ближе к центрам принятия решений. Time, Телеграф, да, вот они ближе. А Зеленского это что, что-то решает? Ну вот все же посмеялись, даже сторонники Зеленского посмеялись с формулировки «я съездил к Трампу, и Трамп ввел санкции, и сорвали Будапешт». То есть у нас победа, у меня, у Зеленского победа. Из-за моего визита к Трампу санкции теперь против нефтянки российской и срыв Будапешта. И это вот на голубом глазу говорится. О чем ты? Это другие игры, это другого порядка игры, но ему нужно что-то представить, ему нужно что-то привести, ему нужно с уверенным видом сказать, классная была сегодня ставка, а так и должно быть, тут тебе бизнес, тут производители, тут заказы, тут все, и деньги есть, и международная поддержка. Ну вот такое надо транслировать. А что он транслировал по возвращению из Вашингтона? Zero, 0, томагавков, денег нет. Давление на Россию. Так давление на Россию, которое осуществили, оно осуществляется даже не по причине и не по поводу Украины, а по поводу заморозки, линии боевого соприкосновения. Но это как повод, это как просто, что у них другая игра. А Зеленский, ну, вы же видите, как себя ведет? Зеленский. Но то, что у нас все хорошо, это вообще прям тезис, который я бы хотел отдельно обсудить с вами. И вот то, что в Украине все хорошо. Смотрите, тут же очень важно в любой манипуляции, что с чем сравнивать. Вот был такой муж, ну он, по-моему, и сейчас муж Марички Падалки, бывший депутат народный, Егор Соболев. Понятно, да, специфической как бы пути политического человек, но вот как он подает вот эту вот международную історію? Соболєв. З часів Київської Русі, мабуть, не було так сприятливо для України. Турки не ворог, а там прихований партнер, починаючи з тих самих байрактарів. Поляки взагалі наш тил і військовий хаб. Скандинави. Смотрите, он сейчас говорит, со времен Киевской Руси не было такого благоприятного для Украины положения. Нет, я знаю, что вы напишите, а где Украина, а где Киевская Русь? А что, Украина это правопреемница Киевской Руси? Серьезно? Ну, то есть, понятно, тут есть такие, а Киевская Русь, не Киевская Русь, название, но он о другом. Он говорит, смотрите, давайте не будем цепляться к историческим как бы подтекстам. То есть спокон веков, то есть очень вот за всю историю практически, да, не было настолько классно. Вот смотрите, там байрактары. Ну, турки к нам никогда так не относились. Поляки как помогают. Там вообще это фактически задний двор войны. Тыл украинской войны. Скандинавы какие. Вообще это самый лучший период в истории
вообще этой земли, когда все страны к нам хорошо относятся. Із британцями нас підтримують вперше в нашій історії за не одне століття. Нас Ленина улыбается. Какое счастье, слушайте. Вообще какое счастье. Впервые в истории настолько стран, такие мощные вообще в принципе направления нас поддерживают. бачать і визнають такі європейські супердержави, як Німеччина і Франція, ще й з Італією на додачу. И с Италией в придачу. Конечно, нас признают. Смотрите, нас все признают. Это же успех. До війни, ну це вже не секрет, німці щиро не вірили, що Україна існує і існуватиме не на папері, там, не виставково, а по-справжньому. І мали багато, насправді, причин так думати. Наша задача використати цей шанс. Тобто ми справді, якщо ми збережемо незалежність в цій війні, то Київська битва буде найважливішою битвою в історії України. Вот. Ну, судя по всему, Киевская битва имела в виду вот это вот отвод войск из-под Киева. Но вполне себе вероятно может быть и вторая Киевская битва. Но вы же понимаете, что вот за вот этими формулировками, вот этими словесами, псевдоисторическими посылами и незалежностью, ну, независимостью, да, вот что кроется? Кроется желание тебя подбодрить, как украинца. Чтобы что? Чтобы ты, ну, понятно, шел, воевал, терпел, шел воевать и не задавал много вопросов. Ну, например, не задалбывал Притулу, потому что волонтер Сергей Притула поделился, говорит, я задолбался, говорит. Тут хтось натрендів там про Канаду, тут хтось розказує, що супутника не існує. Я вже задовбався там показувати якимось людям, ось тобі Буданов каже, ось тобі звіт ГУРа, в принципі, ось тобі статті Міністерства оборони України, де чітко, це ж не я написав цю статтю, це на сайті Міноборони. В Україні є один супутник народний. Один спутник народный в Украине. Это ж не я сказал, это вот смотри, Буданов, там, Минобороны, статьи, то есть я уже, язык просто болит объяснять, что спутник существует. В русських 200 супутників і так Ну, у русских 200, ну, у нас 200 к одному, ну, то понятно. далі, і так далі. И так далее, и так далее. Там же просто разведданные приходят от стран-партнеров, стран НАТО, тут эти 5 глаз и все остальное. Но ты не задавай этих вопросов, ты вообще не интересуйся, не задалбывай Притулу. Открой Буданова, открой Минобороны и наслаждайся. Вот вам яркий пример сегодняшнего дня. Сегодня на самом деле, ну, такие достаточно интересные, специфические, разные такие сообщения с передовой. Там Купянск, Покровск, окружение, оно как бы есть, его как бы нет, выход, перспектива выхода в тыл Гуляйполю, но там вот на этом выходе, да, там, на этом выходе, сегодня приходит очень интересное сообщение от Генштаба. Село Єгорівка, Дніпропетровська область. Сюди зайшла велика група російської піхоти. Штурмові групи полку «Скеля» вирушили на зачистку. То есть, смотрите, нам рассказывают и показывают видео, значит, Егоровка. Много пехоты зашло. Ну окей, много пехоты. Супер. Но есть Скеля, которая 425-я бригада, вышла на зачистку. Яни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе. А эти ДРГшники засели по хатам и не проявляли себя. Вот в домах сидят там вот как мышки. А Скеля идет защищать. Навіть коли бачили поряд наших воїнів. Перед вами кадри штурму. Росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і дочищали вже впритул. Знищено десятки окупантів в самому селі та на підступах до нього. Відбиті всі спроби ворога пробитися з оточення. Зараз у Єгорівці противник відсутній. Після зачистки бійці полку «Скеля» підняли в селі український прапор. Ну, потужно же. Вообще, по-моему, потужно. Вот вам и Егоровка.
Вот вам и Егоровка. И нормально, и не надо, собственно, ну, как бы всех, ну, в общем-то, всех толкать в панику. Не паникуйте. С Егоровкой все хорошо. Все отлично с Егоровкой. Рёбке, правда, что-то как-то, да, говорит, что, ну, как бы заходят там в тыл. Не то что-то говорит Рёбке. Немножко не то, понятно, да, но российской стороне мы не будем же верить. Конечно, они заинтересованная сторона, что там вообще, в принципе, достаточно эта Егоровка уже не под украинским контролем. Но, тем не менее, нам говорят вот это. Там Покровск окружен, окружают. Безуглая говорит аккуратно, окружают дронами. На самом деле там очень узкое горлышко в самом Покровске. Ну, Константиновка, да, бои. Непосредственно в Купянске сложнейшая ситуация, где, если верить сообщениям Минобороны Российской Федерации, вот этот котел Купянский на левом берегу Оскола, ну там он разрезан. А если он разрезан, там означает, что там очень много погибших и пленных, тех, которых Путин призывал жалеть во время видео своего в военной форме. Ну, как жалеть, относиться строго, там, потому что участились случаи, когда после ожесточенных боев, да, закрытые, да, сдаются в плен, они их убивают, ну, вооруженные силы Украины. Ну, как бы вот такая война, да, говорит, нет, давайте контроль, чтобы все было по закону. Так у него же все хорошо в Купянске, у него хорошо все в Покровске. Более того, Сырский опять освободил 3 села. Вот Егоровка освобождена. Все в порядке. Да и вообще, у нас же дипстрайки. Вот дипстрайк и видео, конкретная инфографика, да, как поражено водохранилище, дамба, плотина возле Белгорода. Это, наверное, тоже потому, что ну, очень важно было ее поразить. Открывая окно Эвертона, позволяя в случае симметричного ответа продолжать бить на вынос плотины украинские. Вовсю же сейчас закричали о Киевской ГЭС, которая там затопит пол Киева, ну, левый берег точно. Зачем это делают вооруженные силы Украины? Да потому что они не могут и нужно что-то предпринимать в Волчанске, который теряется. Были там кадры с таким же содержанием, но на элеваторе около, или как, давайте так, гораздо западнее Волчанска, что означает, что Волчанску труба, это Харьковская область. И поэтому, как бы ударив по плотине, ну, немножко выигрывается время. Попали. Прям в плотину прилетело. Еще один летит. В машину попали. Это кадры непосредственно от местного жителя, который снимает, да, как бьют по плотине. Били не один день и четко работали вооруженные силы Украины, били из хаймарсов, били из дронов по конкретному этому объекту. Для чего? Для того, чтобы с водохранилища в Северский Донец ушло, значит, большое количество воды, и течь была, в общем, пробили шлюзы. И вот уже сообщают, что на метр опустился уровень в этом водохранилище. То есть мы понимаем, какой объем воды растекся и куда он идет. И это должно две версии. То ли затопить российские позиции, то ли ограничить возможности продвижения в районе Волчанска. Это означает, что там дела вообще труба. В Волчанске, на севере Харьковской области. Ловил? Вот он второй. Сколько их там? Бля, тут вообще заряженный. Ну, в общем, вот так это все и выглядит. Вот таким вот образом все и выглядит. Но насчет гуманности я не понял, если честно. Точнее как, я
понял, почему, например, ведомство Буданова об этом сообщает. Я не понял, почему в такой манере об этом сообщают украинские, те, которые как бы должны поддержать боевой дух украинского солдата, люди. Это вот тема с убийством сына генерала. То есть сын генерал на войне погиб. Да? То есть его ликвидировали. Ну как убийство? Убийство неправильно назвать. Ну, в общем, как бы победили сына генерала, лейтенанта. Но я поразился, когда увидел это видео. То есть, смотрите, жил-был, ну это как, жил-был молодой лейтенант. Хотел утешить папу, ну и поехали там, да, то есть вот эти рвался в бой необыкновенный, это из его как бы некролога, да, статный воин, отважный молодой офицер, в общем, ну вот так это, да, описывается, это приводится, светлая душа. А земля приняла его и говорила ему: будешь удобрением. И, в общем, удар. Смотрите, казачки танцуют. И сводки из разных телеграм-каналов о том, что погиб, в общем, сын командующего Юго-Восточным округом, да, вот там. И Министерство обороны, точнее как, ГУР, Департамент Министерства обороны, разведывательных действий. То есть, креативно? Конечно, креативно. Но это как вот человек посмотрел, порадовался и пошел дальше заниматься своими делами. Ну, чтобы так не спрашивать притулу про спутник, чтобы вообще не отсвечивать, там, не знаю, идти и верить в ЗСУ. Но что нам демонстрирует этот посыл? И как так могли облажаться в ведомстве Буданова? Мне почему-то кажется, что это все-таки первая скрипка не у Буданова, у них стиль немножко другой. У них, да, может быть пафосный стиль, ну там это все красивые такие, там все ночные съемки, там вот это все, ну стиль ролика имеется в виду. Тут скорее вот эти вот из Министерства обороны, то есть это уже подчиненные Шмыгаля накосячили. Потому что у Буданова обычно делают какие-то такие ролики более такие героические, а тут идет стёб с украинцами шароварными, которые вытанцовывают, с вот этим текстом «Земля, говорит, будешь удобрением». Ну, прям переносят нас в 22 год на вот эту волну потужности. Откуда это берется? Главный прокол, который я не верю вообще, что это украинцы в каких-то ведомствах могли вообще этот ролик запилить и сделать. Я прям отказывался верить в это. Может, это искусственный интеллект? Главный прокол в том, что а вы показали хоть одного сына украинского генерала, который лейтенантом, красивым, статным, погиб на этой войне? Покажите украинского генерала, ребенка, который, во-первых, ну это династия, во-вторых, он на передовой сложил голову в этой войне в назидание всем, что сыновья генералов на этой войне тоже погибают. Как можно было это лепить и как это можно было встегивать украинскому народу? Ну, убили одной строкой, все. Ну, там, прилетело по нему, ликвидировали, все это отлично. Но вы убили не генерала. Вы убили лейтенанта. А то, что у этого генерала сын лейтенант, и он на передовой, там Запорожское, по-моему, направление, это только подчеркивает, ну, вот эту, скажем так, важную историю и как бы характеризует противника вооруженных сил Украины с совершенно не той стороны, которую вы пытаетесь показать. Абсолютнейший коммуникационный провал, абсолютнейшая яма, абсолютнейшее непонимание вообще, что происходит и как вообще рассказывать о войне. И это уже добралось, это деградация уже таких ведомств, как ГУР или вот эти разведчики Минобороны. Как это можно было выпустить? На кого рассчитан этот ролик? Это не единственный шок,
например, сегодняшнего дня, лично там, для меня, потому что когда я увидел вот этот фото вот этого Lightbox, да, называется, или как Big Board, я обомлел. Мы проверяем документы, чтобы защитить вас. Мы проверяем документы, чтобы вас защитить. Я, по-моему, видел все. Но вот такой компании я не видел. Как вообще, вот, нравится этот лозунг? Вот как вы, вот, напишите в комментариях, прям для меня это очень важно, буду специально искать. То есть мы, ТЦКшники, проверяем документы, чтобы вас защитить. А то вы ходите какие-то незащищенные документы, никому не показываете, а тут мы защищаем. Вот в Днепре чуть не защитили. Пытались только что меня остановить. То есть этот человек уже из трамвая снимает защитника, который пытался остановить, да, в Днепре. С автоматом идет. С автоматом. А то так не проверишь же документы, чтобы защитить человека. И там гражданские в помощь ему. Все нормально. Днепр. Защитники. Понимаете? И это на голубом глазу абсолютно серьезно. Вот это вот все как бы вот так вот и трактуется. Главный десантник, ну, десантно-штурмовых войск, Олег Апостол, сегодня тоже герой дня, да, он выдает, говорит, так, бусификация это правильно. Бусификация это нормально. А иначе что? Ну, давайте закончим все, развернемся, пойдем в Карпаты. Я вважаю, що це правильно, що там Будін що не сказав. Пані має бусифікація, бо по-другому ми не зможемо. Тоді все, тоді зупиняємося, давайте, все, питань нема. Де-то там беремо сумки, ходимо в Карпати чи куди нам. Давайте! Останавливайтесь, собирайте сумки и в Карпаты. В Карпаты! Оттуда, откуда, в принципе, это все и пришло в Киев. Вот эти все скакуны, вот эти все ненависть, вот эта травля по принципу русского языка, по происхождению. Там ты с Донбасса не такой, ты там сепара, а ты там бандит. Вот это все. А вот это все с Карпат как бы и пришло. Ведь многие люди говорят, что вот карпатский этот дух, он же в свое время захватил Киев. Но вот теперь плоды мы и пожинаем. Ну, говорит, ну что, мы в Карпаты? Не пойдем в Карпаты. Нельзя останавливаться. Бусификация – это правильно. Чи ви впевнені, що нас Карпати не дістануть? Я думаю, що тут тільки треба... Мне тоже нравится это. И что ты думаешь, в Карпатах нас не достанут? И вот сидит вот эта собеседница, ведущая. Значит, надела вот эту рукава. Ну, это как бы это не татуировки. Кто-то может там увидеть хохлома. Нет, это не российская хохлома. Это типа а-ля украинский какой-то орнамент. Но это, ну, как бы рукавчики такие. Ну, специальные. То есть и тут фейк, понимаете? Уже наколол об себе красивые украинские наколки. Боротися за нашу незалежність більше іншого немає. У нас немає іншого варіанту. Просто якщо ви про історію, про цей зміст, то хоча б почитайте історію нашу. Да, давайте. У нас уже Соболев рассказал, как нам было хорошо при Киевской Руси, и сейчас хорошо. А главному десантнику украинцев десантно-штурмовых войск нехорошо? Апостол. Ми вже колись після Першої світової війни, коли прийшла армія Муравйова, якби тоді бригади виступили, які вернулися з Першої світової війни, да, то ми, може, їх перемололи, і цього би не було. А що зробили всі? Та ні, там на це ми домовимося. Кого першого різали в Києві? Армию Муравьева, говорит, взяли, перемололи, и все б ничего б не было. Понимаете? Вот где... Мы думаем, украинцы, ну, просчитались. Где просчитались? Где? Армию Муравьева не розбили. Правильно, полковник, який відмовився воювати. Думаю, що домовилися. Скільки таких вам ще прикладів навести? Тобто примус має бути в військовій службі зараз? Інакше. Примус – это имеется в виду принуждение, а не аппарат для того, чтобы чего-то разогревать. То есть спрашивает, принуждение должно быть. Не буде. Воно понятно, просто люди цього не розуміють. Він думає, що він саме в нього, ну, він просто не розуміє, що він розвернеться, він попаде в ту, коли прийде Росія, він просто розвернеться і піде, коли беремо там пару етапів, да, до Дніпра, вони розвернуться, почнуть форсувати Дніпро, в перших рядах почнуть форсувати. Друге це цей, хто попаде після Дніпра до Заходу, розвернеться і повалить на Європу. Він ж не зупинить.
Они не остановятся. Они сначала до Днепра, а потом за Европу пойдут. Они ж не остановятся. Понимаете? Поэтому нельзя. Правильно. Заставляйте воевать. Это правильно. Надо заставлять воевать. Нечего филонить. Ну а второй момент, это, конечно, тоже парадокс. И вот люди это слушают, и они это как бы едят, ну, хавают, имеется в виду. People хавает. Он рассказывает о ЦЗЧ. Апостол, главный десантник Украины, рассказывает о ЦЗЧшниках. Говорит, большинство это вот учебный центр, там вот какая-то течь, пробоїна. Це самий швидший спосіб, щоб піти в СЗЧ, це навчальний центр. Ось ти попадаєш, ти вже зав'язуєшся з підрозділом, і ти вже получаєш ідеш воювати. Раз його бусифікували, він ж не прийшов сам самовільно. Раз його бусифікували, значить він буде старатися якому. А я таки бачу, там вони телефони там в батони ховають, в печенька там і передають батьки для того, щоб бути на зв'язку. Ходять там лісами, там їх там вже чекає машина, батьки їх чекають. Так. То есть нам главный десантник Украины рассказывает о том, что родители в учебные центры передают в хлеб, засовывают, в печенье, в какие-то там вот эти продукты и передают в учебные типа гостиниц, а там телефон. А по телефону можно списаться или там созвониться так незаметно, чтобы списаться, чтобы выбежать в лесок соседний, а там уже машинка будет стоять, ждать родителей, чтобы забрать своих детей. И в СЗЧ. Представляете? То есть, а зачем он это рассказывает? Точнее как, он это рассказывает, он посмеивается над этим. То есть ему смешно, типа ха-ха-ха. Мол, вы же взяли вот этих, с улицы бусифицировали, да? А вот они в СЗЧ уходят. И родители их поддерживают, чтобы они уходили в СЗЧ, чтобы они нарушали закон, шли против этого государства, потому что государство их поймало незаконно. Бусификация незаконная. Они говорят правильная, но незаконная. Хоть правильное, хоть неправильное, это и поэтому, если государство плюнуло на твое законное право, то и ты плюешь на свою обязанность законную. И, конечно, родители тебе помогают. Но вы понимаете, насколько большая проблема, раз родители, а речь-то идет о 25+, то есть уже о достаточно взрослых людях, родители помогают выбраться, передают телефоны, чтобы можно было списаться и чтобы каким-то образом свинтить. Тут вообще просто уже это СЗЧ увидели в немецкой прессе. Вот сегодняшний, как говорится, материал. Причиной дезертирства украинской армии является коррупция при мобилизации, а также истощение, пишет Берлинер Зейтунг. С начала войны в Украине возбуждено 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои посты. Это число сопоставимо с общей численностью Бундесвера, указывает газета. При этом наблюдатели сомневаются, официальная статистика отражает весь масштаб дезертирства или нет. Потому что многие командиры, по данным источников, не сообщают о дезертирах, опасаясь, что каждый пропавший боец ляжет пятном на репутацию командира, и командира накажут, потому что у него боец смог уйти в СЗЧ. У системы агония, у системы мобилизации по-настоящему агония, потому что сообщили сегодня, что в Украине готовят масштабную мобилизацию пенсионеров. Речь идет о военных пенсионерах, которые не вышли, собственно, с мобилизационного возраста, то есть до 60 лет, но вышли на пенсию. Таких 160 тысяч насчитали. И если, при правильной подготовке, закон позволяет их... Вот текст это просто феноменальный, от Министерства обороны сообщение. Закон позволяет их мобилизовать в случае необходимости. Сейчас такая необходимость настала.
То есть 4 года воюем, пенсионеров военных не трогали. А сейчас настала такая необходимость. Так а что там происходит? Вот смотрите, миллион, ну там 800 тысяч, там кто пишет 900, силы обороны, там это все градации. Ну вот смотрите, условно, 1 миллион человек. Сегодня как бы Зеленский вообще любит круглые цифры. Он вообще вышел сегодня и сказал, что армия России 346 тысяч потерь убитыми и ранеными, что обнулило за весь год мобилизацию в России. Но в России добровольцы идут по 30 тысяч в месяц. Больше, меньше, вот так. И вот есть типа 10 месяцев, 300 с чем-то тысяч, 35 тысяч, месяц 350 тысяч, условно. То есть то, что они набрали за весь год, они, получается, армию не увеличили, потому что такие точно потери за этот же год, 25-й. Так а что у нас? У нас куда люди исчезают, куда деваются? Депутат тут розказує. Такі ганебні випадки, коли у батальйон це 560-600 бійців, а склад батальйона там 125 військових. З них 7 тільки це піхота. Решта командири, рота забезпечення, рота логістики, там рота зв'язку чи взвод зв'язку. Тобто ми розуміємо, і коли там в штабі там знаходиться 40 військових там офіцерів, і вони кажуть, так нема кому воювати. Так питання ж, якщо від вас йдуть хлопці, то давайте нарешті зробимо теж таку, ну, теж непопулярну, але це буде точно політична воля щодо розпуску якихось там небоєздатних цих бригад, батальйонів, щоб вони були донорами, а тих боєздатні якраз там Азов, корпуси, зараз корпусна система, якраз ці боєздатні корпуса, щоб брали цих хлопців, тих неефективних командирів якраз понижували. Короче, это политика, у нас такая политика, это депутат от «Слуги народа», Горбенко. По-моему, кстати, от Северодонецка избирался, с Луганской области. Тогда и тумбочку можно было поставить депутатом. Что он говорит? Система очковтирательства. То есть из всего там коллектива 7 человек пехотинцев, все остальные кто-то. Начальнички, какие-то там повара, ну, да, там, дроноводы, они все вот эти. А пехота 7 человек. Говорит, так давайте их разгоним к чертовой бабушке, все. И те, которые воюют, там, где штурмовики-пехотинцы, возьмем их, и будут они донорами. Ну, то есть бригады доноры. То есть всех их распустить, и все. Но нет. Нет. У нас распускают не этих. У нас распускают других. Вот генерал Кривонос, который за границей в Польше там возглавляет, ну, это такой потужный генерал, возглавляет учебный центр за границей. Он говорит, что у нас не мобилизуют таких. У нас нет этой практики донорства, когда там 7 человек реально военных пехотинцев, а все остальные надстройка. У нас пілотів F-16 мобілізують. Я щось не почув про масове навчання українських пілотів на території Швеції. 150 пілотів ще треба знайти. А з рахуванням, що на літак ідуть, як правило, мінімум хоча б 1,5, то це, пробачте, а так краще 2. То 300 пілотів з гарною англійською чи шведською, ну краще англійською. Конечно, это военный. Один пилот, но лучше 2. Лучше английский, но лучше шведский, да, чтобы знал. Ну, смотрите, это он комментирует, там 150 гриппенов они обсуждают. То есть, смотрите, уровень аналитики. То есть, это даже спрашивать не надо. Это вот понятно, что на этих гриппенах надо научиться летать. Но 300 пилотов под 150 гриппенов, ну, они-то будут, правда, через 3 года, но это много. Для такой страны, как Украина, сейчас это много. То де ж їх стільки наплодити? Пробачте, ну навіть якщо ми мобілізуємо ті, хто у нас вже давно комісовані, це велика цифра. Для будь-якої держави 300 мотивованих навчених пілотів, це їх треба знайти. Їх спочатку треба знайти і навчити хоча б літати. Хоча, можливо, в певних моментах з нуля можна простіше вчити в Швеції. Такий варіант також треба розглядати. Тут реально всі вчепилися за цифру 150 новеньких літачків Gripen. А я вже не кажу, ви ж продумаєте, що на кожен літак в середньому йде до 200, до 20 спеціалістів, техніків і інженерів. Еще ж на каждые 20 человек надо, чтобы обслуживали. То есть, то есть 300 пилотов, еще там 150 на 20.
Ну, красота. І тепер давайте цю цифру ще помножуємо на 3000 спеціалістів, які будуть обслуговувати цю кількість літаків. Де їх взяти? Коли у нас частину спеціалістів авіаційних, які працювали на F-16, вивели в піхоту, вони потім, частина з них загинула, частина попала в полон, ми дивувалися потім, звідки дивитки інформацію? Так ви саме його створили, коли відправили спеціалістів по F-16 воювати в піхоті. От і все. Специалистов по F-16, это те, которые обслуживают эти самолеты, разжаловали, отправили в пехоту, потому что пехоты не хватает. Часть погибли, часть в плен попали. Специалисты по F-16, а те говорят, как они могли в плен попасть? Это ж страшные, это как это? Люди, которые умеют обслуживать F-16. Потому что край, потому что надо всех бусифицировать. Потому что это уже агония. Самая настоящая. Ну вот, кадры бусификации. То есть, смотрите, мужик разнимает, полицейские его крепят. И мать старенькая, на коленях. Смотрите. На коленях с бумажками об инвалидности, о том, что она инвалид. На коленях перед этими полицаями. Вот, она уже упала, в общем, вот так. И вот наша полиция. Вот что роблять твари, понимаете? Человек первой группы. Ну, это агония. Им все равно. В общем, погнали с этого села трехэтажным матом этих полицейских. Удалось селянину отбиться, но так бывает не всегда. Так не всегда бывает. Скандал просто неимоверной величины, который просто вскрывает все нутро отчаянного положения Украины. Журналист The Sun рассказывал, как на Донбасс его поездка сорвалась, потому что мобилизовали переводчика и водителя. Причем случилось это по дороге. Обычно, когда мы говорим, что британцы нас встречают улыбкой или приветственными возгласами, иногда даже салютом, Борис Джонсон, прежде чем махнуть рукой, но не в этот раз. Это вот материал, это в статье так пишут. Никаких улыбок, никаких шуток. Вместо этого нам предстояло стать свидетелями безжалостной стороны украинского рекрутингового кризиса. В течение следующих 8 часов моего украинского друга и коллегу, журналиста, с которым я работал много лет, насильно завербовали вооруженные силы своей страны. Нашу команду из 3 человек разорвали на части. Моего друга, которого я буду называть Ди, лишили свободы. Мы с фотографом Питером Джорданом остались без переводчика. Наша опасная, дорогостоящая и давно запланированная репортажная съемка пошла прахом. То есть британцы, это же люди, подданные, да? Подданные, британские, это же белые люди. Они не могли, потому что переводчик, водитель, все, насильно забрали. И они делают вывод, что это край, а это край и есть. Потому что внутри этой системы прям настоящий ад и пропагандистская отработка. Вот, пожалуйста, Корчинский. Публикация. Значит, цькування. Травля. Я наблюдал несколько кампаний вот этого дела. Затравливания. Одну такую кампанию когда-то начал Порошенко против меня. Ему показалось, что он увидел меня среди людей, которые пытались штурмовать резиденцию Януковича. Порошенко
назвал меня провокатором, который работает на власть, написал на меня заявление в мусарню, и кампания оказалась очень мощная. Значит, режим Януковича тоже нарушил против меня уголовное дело, возбудил. Кампания цькування ТЦК. Значит, те, кто наговаривает на ТЦК, это часть кампании, организованной московитами и поддержанной многими придурочными украинцами. Против работников ТЦК, значит, открывают криминальные дела. Против тех, кто нападает на ТЦК, почти не открывают. Знаете, какой вывод делает Корчинский? Кампания цькування Зеленского, Ермака и Сырского. Точно так же московиты организовали, которые заинтересованы, чтобы больше украинцев, значит, ну, натравить на руководство. Бунт в Украине бросит Украину под ноги Кремлю. Под ноги просто бросит, понимаете? То есть то, что вы видите, это травят ТЦК, это специальная кампания по дискредитации Зеленского власти, и ТЦК тоже. Ну вот все вот так. А то, что ТЦК может все, рассказывает боец с позывным Шамиль, который попал туда работать, как говорится, знает все изнутри. ТЦК може зараз, всі ці роки, і може і зараз, може мобілізувати по безпреділу абсолютно будь-кого. Провести за півдня через всі комісії, оформити всі мобілізаційні документи, відвести там кудись на розподільчий пункт чи в навчальний центр. Незалежно від того, що ця людина по факту там не придатна до військової служби по здоров'ю, але її провели там швидко, просто не оглядали якось належним чином лікарі на ВЛК. Чи в неї є право на відстрочку від військової служби, чи в неї право є навіть на відстрочку від військової служби, яке одночасно є правом на звільнення вже з армії. Там, наприклад, от як було нещодавно в новинах, що мобілізували чоловіка якогось, який, здається, не встиг оформити документи про догляд за батьком, там якоїсь першої групи інвалідності, щось таке. Ну, от, наприклад, ця людина там має право на звільнення з армії. І її мобілізують, вона місяць-два там десь служить, сидить в навчальному центрі або на розподільчому, дороблює там всі якісь свої документи, або навіть вони в неї взагалі були ці документи, їх не було з собою, її просто мобілізували там за півдня і відвезли кудись. Вона просто місяць-два сидить, отримує зарплату, там якусь харчування і звільнюється з армії. І за отакі от випадки для ТЦК, який мобілізує таких людей, взагалі не передбачено ніякого механізму контролю і ніяких механізмів можливої відповідальності. Ага, то есть этого даже никто не может проконтролировать. То есть там, а есть у тебя строчка, нет, военный билет, тебя забрали, порвали, выписали новый. ВЛК вообще не вопрос, все, на, ВЛК, ты здоров. Так у меня тут инвалидность, вот это, вот это, вот это. Отстань, болезный, иди. А потом удивляются, откуда СЗЧшники, откуда это все. И люди это видят. Люди это видят. Но все равно нам говорят, что к ТЦК плохое отношение. Отвратительное. Вот военный, бывший политический эксперт, теперь военно-политический эксперт, участвовавший в наступлении 23 года, потерявший ногу, Николай Мельник. З іншого боку, давайте подивимося і на наше прекрасне суспільство. Я знаю, що більшість ТЦК вже на рівні там солдат-сержант, він заповнений людьми, які відслужили, з тими ж ампутаціями, з тими ж травмами, які не дозволяють далі проходити службу. І вони стикаються з доволі неадекватним рівнем агресії. Значит, люди отслужили с какими-то увечьями, ампутациями, они сталкиваются с агрессией по отношению к ним со стороны общества. То есть общество агрессивное по отношению к ТЦКшникам. С чего вдруг? А ці люди ні в чому не винні. Вони захищали це прекрасне суспільство тоді, коли це суспільство дивилося телевізор. Тому питання задавати треба і до суспільства. Що не так з вами, хлопці та дівчата? К тебе вопрос. Это с тобой что-то не так? То есть вы понимаете, какая логика? То есть там же люди защищали, сейчас они служат ТЦК, а к ним вот так негативно относятся. Что это за вообще? Это к тебе вопрос общества. Ты чё? Ты чего? А то, что эту линию раскола уже выцарапывают на теле украинского общества, это факт. Потому что получается. Вот вам случай.
Ти відповідаєш за Ну, що? Відповідаєш? То виходь з машини. Виходь з машини. Не хочу. Ну поговоримо. Не Ти хочу. за свої слова. Я з вами не маю. Значит, что происходит здесь, да? Здесь конкретно ТЦКшник, значит, водитель за рулем обозвал каким-то образом ТЦКшника. Ну, каким-то удивительным образом, видимо, как-то обидно обозвал ТЦКшника, тот ему не дает пройти, говорит, выходи. Выходи, говорит. Он говорит, не хочу я выходить. Что мне к тебе выходить? Маю бажання розмовляти. А мені з тобою нема бажання. Ну то й все, чого ви до мене голос повишаєте? Чого? Яке він право має мене ображати? Він там був, він 4 роки ховається, я 6 років. Вот. Он говорит, он 4 года уклоняется, а я-то 10 лет воюю. Воював. Ну, САТО, наверное, еще. Він має мене право обзивати? Ви ТЦК? Ні. Я Збройні Сили України. Хорошо, ви працівник ТЦК? Я не працівник ТЦК. Ви мене чуєте? Там женщина какая-то вступилась и говорит, что вообще к чему. Он говорит, я не работник ТЦК, я военный. Но они вот так, в принципе, и себя ведут. Говорят, мы не работники ТЦК, мы военные. Но то, что это уже пошел реальный раскол, это очевидно. Оболонь, Киев. Оболонская ТЦК. Что трогаете? Я с вами разговариваю. Что трогаете? Потому что перевірка документів, дуже багато диверсантів. Кто? Что кто? Кто диверсант? Диверсантов ищут. Короче, идет мужик. Смотрит, они там, ну, пасутся, ТЦКшники. Он говорит, а тут ему перегораживает путь. Говорит, ты кто? Что кто? Диверсантов ищут на Оболоне. Представляете? Есть диверсанты. Так мы их и ищем. Покажите документы. Слухай, друже, пропусти нахуй, не трогай меня, хорошо? Я тобі не дружу, ты со мной в окопе не был. Вот, ключевая фраза. Вот она. Я тебе не друже. Ты со мной в окопе не был. Понимаете? То есть, это очень важный, скажем, такой посыл. Ну и тут дальше он, лицо закрыто, и он, конечно, материт, на чем свет стоит. Ну, в общем, его отпустили. Видимо, что-то показал, все нормально. То есть, понимаете, вот, ну, это, к сожалению, поставить я не могу. В общем, там все понятно, что он говорит о том, что это вообще за система, каких диверсантов он ловит и так далее, этот мужчина. Я тебе не друже. Ты не был со мной в окопе. То есть тот, кто был с тобой в окопе, тот друже. А ты кто? А ты 4 года ухылялся, а я служил. Эту линию раскола уже прочертили. Более того, начинается другая кампания. Надо мобилизовать всех. Пингвиновид дикий соврать не даст. Зараз не наступаємо, от починаючи насправді не з Авдіївки, а давніше. У нас останній успішний наступ був восени 22-го року, якщо вже називати речі своїми іменами. Значит, последнее наступление было, да, вот в 22-м году. Успешное. Після осені 22-го, після звільнення Херсонщини і Харківщини, у нас не було успішного наступу. Ну, потом не было. Ну, был успех, а потом не было успеха. Признает Дикий. Ну, и говорит, что, чтобы успех появился, надо весь доступный мобилизационный ресурс мобилизовать. Ми далі в 23-му провалили наступ на лінію Суровікіна, і далі було тільки гірше. Так, але це, м'яко кажучи, не пов'язано з томагавками, а це пов'язано з тим якраз, що в нас є моб-ресурс. Але цей моб-ресурс гуляє по тилах, ми його не мобілізовуємо. Смотрите, моб-ресурс у нас есть, но он гуляет по тылам, а мы его не мобилизуем. Понимаете? А мы тут томагавки. Моб-ресурс у нас есть, гуляющий по тилам. Тобто ситуація на фронті в нас повністю, на там 90 плюс відсотків на сьогоднішній день визначається проваленою мобілізацією в тилу. А це те, що ми можемо виправити, це те, що в наших силах. О, а это уже интересно. А как выправить? Как исправить? Ну, то есть, смотрите, у нас есть все силы, чтобы изменить все. Есть, вот, бери, мобилизовывай. Это в наших силах всех грести в армию, рассказывает нам
дикий военный эксперт. И надыбали какого-то старого солдата, позывной у него еще такой дед, да, который говорит, надо жесткая мобилизация. Потрібна жорстка мобілізація. Я вважаю так, щоб була жорстча мобілізація, було більше підрозділів, було більше бригад, батальйонів. Було б трохи легше, якщо, наприклад, як було 14-15, ми заходили 45, 65, 90 діб. Значит, чтобы ротации были чаще, там 45, 60, 90, ну, чаще надо. Якийсь період часу нас виводили, потім знову заходили. Трохи людина відпочиває і психологічно, і фізично. Зараз у нас немає, не вистачає чого заміни. Неким заменить бойцов на передовой не хватает, поэтому надо всех гнать на фронт. Доукомплектовувати, відпочити трохи. Дуже багато хто вже фізично не виносить обмежено придатні, бо теж є поранені, є контужені, є люди з інвалідністю. А що трапляється далі, чому остальні не хочуть йти по мобілізації? Як би? Може бояться? Боїмося, ми всі боїмося, бо це життя, кожен хоче жити, скажімо так. Значит, почему не идут? Боятся. Ну, мы все боимся. Каждый хочет жить, философствует военный с позывным «дед». Але для цього, щоб ти нормально жив в цивільному житті, для цього потрібно щось робити. Ми теж не вічні, ми теж закінчуємося, тому що у нас кожен день є втрати, є поранені, є погибші. А заміни у нас немає. Буде ровно рік, як ми заїхали, но без ротації, без нічого. Ми постійно в нулях. То есть мы постоянно на нулях. И поэтому надо гнать всех максимально вперед, всех на фронт, чтобы помочь высвободить силы, чтобы можно было ротироваться чаще, чтобы организовать это все. Чтобы организовать это все. Ну, а как это все организовать? Ну, вот, например, можно вот, как бы, очень известного в родном городе президента человека мобилизовать. Это местный рикша Александр Михалевич. Его дразнят Сашкой грузовиком. Об этом, в том, что его мобилизовали в ТЦК, сестра его сообщила. Говорит, что связи нет с ним. А он инвалид. Сашка грузовик. Ну, нельзя так говорить о людях. Ну, в общем, ну, он дурак, дурачок. Он дурачок. Ну, тачка там это собирает. Ну, известный в Кривом Роге. Я не знаю, знает ли о нем Зеленский, не знает. Наверное, ж не знает, где Сашка грузовик, а где... У него справка выдана. У него девиантное поведение. Короче, он, ну, психически нездоровый человек. Его берут, пригодится, чего? Связи, правда, нет, интересно, что к чему, но тем не менее. То есть доходит до смешного. А рекрутеры приглашают в армию, ну, чтобы всех мобилизовать, вот такими пропагандистскими роликами. Ти виглядатимеш так, так, ось так. Або навіть так, якщо не припиниш свої спроби сховатись від структури із 3 букв. Але є варіант зберегти свої яйця в якості чоловіка. Значит, ты будешь вот так выглядеть, если будешь прятаться от структуры из 3 букв. Ну, это не СБУ, не МВД, это ТЦК. ТЦК. Яйца, сохрани свои яйца, мужик. Думаю, ти розумієш, що рано чи пізно служба прийде до тебе. Чи ти до служби. То есть ты обречен. Он транслирует, что ты обречен. Рано или поздно ты все равно попадешь в армию. Ты все равно попадешь в ТЦК. Тому пропоную найкращий із можливих на сьогодні варіант. Це служба у 24-му прикордонному загоні. Переваги для тебе. Локація у Вінницькій області. Гарантований рік без переведень. Оформлення без... То есть вы понимаете, в чем дело? То есть пограничник, вот, рекрутинг, вот так происходит. Говорит, давай, яйца свои, будь мужиком. В пограничники пошли. И, внимание, год без перевода. То есть ты гарантированно год будешь ловить на границе мужиков, которые пытаются убежать, но тебя не заберут.
Но через год не гарантировано. З участі ТЦК і повний супровід рекрутером під час оформлення, навіть на ВЛК. Тобі всього лиш необхідно бути повнолітнім, цивільним і не мати серйозних проблем зі здоров'ям. Ну не чекай, поки тебе знайдуть. Знайди себе сам у нашій команді, всього лиш написавши мені у приватні повідомлення. Вот так происходит рекрутинг. Хочешь быть погранцом? Хочешь вот это дронами следить, границу кто переходит, там с собаками ходить, нюхать там вот это. Хочешь нарушителей в Винницкой области ловить? Целый год без перевода. То есть ты год будешь нормально жить. Ну, нормально служить. Пиши мне в личное сообщение. Это абсолютно новый уровень. То есть мотивация уровень бог. Просто необыкновенная мотивация. И всех все устраивает, понимаете? Всем все нравится. Недавно показывали, значит, ну я не могу показать, к сожалению, да, я не могу показать эти фотографии, как в Киевской области, в поселке Тараща, это Белоцерковский район, нашли мужика избитого до потери пульса. С фингалами, там просто. Его мать пишет, что... А с ним была повестка, что это его поймали, отлупили, выбросили, повестка завтрашнее число и так далее. Разобрались. Нет. ТЦК тут, конечно же, ни при чем. Областной ТЦК говорит, значит, информационная атака опять на ТЦК. Посмотрите, там мать пишет о каком-то потерпевшем, о своем потерпевшем, обратите внимание. Фотографии, просто классика криминальной хроники. Белыми нитками пришили ТЦК. Значит, дружная семья, жертва произвола, искала сына, а главное, какое начало. Это сделали не рашисты. То есть формируется контекст тяжелого преступления, который именно эти нерашисты, кто же это совершил, что же на самом деле случилось. Киевский областной ТЦК расследование провел, проверку служебную. Короче, что выяснили в служебной проверке. Тоже очень интересно. Значит, гражданин был доставлен в Белоцерковский ТЦК, а вот это вот шоу, да, с тем переодетый, это он потому что пьяный. Это вот конкретно Арышич Роман Анатольевич, житель городишки Тараща в Киевской области. Мать Вера Коленская. И, значит, 14 октября 25-го в их родыне, ну, семье поссорились, короче, на фоне алкоголя. Со слов именно самого этого Романа, он тогда, в общем, мать его выгнала из дому, потому что он пьяница, из-за пьянки. Но 15 числа полиция задержала его и, проверяя документы, значит, он решил в качестве туалета общественное место какое-то, да, выбрать. И отправили, конечно же, в Белоцерковский ТЦК для того, чтобы данные уточнить. То есть логика. Значит, справляет нужду какой-то алкаш, полицейский его, давай проверим документы, и пройдемте в ТЦК. Вот именно вот этих, которые нужду справляют, пьяные, надо вести в ТЦК, чтобы данные уточнить. Значит, и, в общем, ой. И они показывают видео с камер наблюдения. Вот, собственно, это видео пьяного в Белоцерковском ТЦК. Вот этого человека, который большую железную лавку под своим весом в дежурной части вот это все развалил. То есть пьянющий, его все ТЦКшники сразу побежали спасать, проявляя свою доброту. В общем, Киевский областной ТЦК все рассказал, значит, они ему, так сказать, помогли, выписали повестку и отпустили. А что с ним произошло, почему он вдруг оказался в поле, да, избитый, с этой повесткой, ну, эта история умалчивает, но это просто враги, это не рашисты, это он просто алкаш и все.
возникает самый главный вопрос. Даже не будем опровергать или не доверять ТЦК, главный вопрос заключается в другом. Так, простите, пожалуйста, ну вот так вот, если честно, да? Чё вы пьяных вот этих тягаете родину защищать? Ну вот, чтобы что? Чтобы какую цель выполнить? Может, поэтому не хочет туда никто идти сам? То есть абсолютного забулдыгу, как они же сами рассказали, ну, отправили в ТЦК. А потом вот это вот удивляются. А потом удивляются, а как так получается, что у нас там, ну он еще пока не назначен, вроде как будущий глава штурмовиков как-то себя ведет своим специфическим образом. Сегодня прям скандал был, большущий скандал по поводу социальных сетей вот этого товарища, вот этого как бы командира Манько. Он публикует фотографию, смотрите, он там с бульдожкой со своим, так сказать, вот этот бульдожка, прям на картах, там еще вот эта фотография, там другие фотографии, ну прям мимимишный контент у него получился. Вот непосредственно даже видео снял, давайте кусочек посмотрим, ну то есть он там снимает Я хочу вам пояснить всю ситуацию. То есть он под рокки, да, выходит, потом берет указку, берет карту и рассказывает ситуацию. Рассказывает долго, нудно, ни хрена не понятно, ну, в плане там переміщень, но показывает вот как бы секретные карти. Яка відбувалася. Тобто противник у нас від початку починав свої дії в цьому напрямку. Зараз його зусилля йдуть між Горіховим і Зеленим Кутом. Він намагається прорватися за нами, Січневе, за нами. Вороне, Соснівка, за нами, я перепрошую, да, Соснівка, за нами, Вороне, за нами, Маліївка, точаться бої, і як і по всій лінії, да, значить, Тернове, сьогодні у нас точаться бої за Тернове, противник намагається і точаться бої за, перепрошую, зараз за Березове. Значит, что такое за нами? За нами это означает, что там есть какие-то украинские военные горстка, и, в общем-то, они, ну, в общем, там идут бои. Значит, эту карту, ну, все начали как бы изучать. А что это он тут такое показывает, со стрелочками, со всеми? Начали накладывать на карту Deep State, ну, как бы ту, которую все знают и все публикуют. Не совпадает, потому что на отдельных участках как бы ушли далеко, да, километров на 9. Более того, этот Манько к вечеру уже буквально перед эфиром говорит, если хотите рассмотреть карту, нате вот вам, смотрите. Он прям сделал скрин в хорошем разрешении, так сказать, в хорошем качестве. То есть это та карта, вот она, с его обозначениями конкретно, пожалуйста. А параллельно все, ну, соцсети как бы, ну, в шоке. А как так? Как так? Ну вот, например, реагирует там, тактический медик. Говорит, редко пишу свои опинии. Опинии — это мнение касательно высших командиров, но это какая-то, в общем, звезда полная. За такую ерунду, максимальное игнорирование правил безопасности, это может привести к погибели людей. Значит, военная контрразведка должна взяться за этого Манька, потому что, ну, это надо быть настолько дурачком, чтобы такое опубликовать. Он другой пишет. Это же тайна. Тайна и трехэтажная брань. То есть, понимаете, какая история? Тайна. Как так можно? А эти кадры, это вообще, ну, скажем так, эксклюзив полный. Это мне прислали военные с Днепропетровской области. Вот это после Манько прилетело по ним.
там, где он стрелочки расставлял, и, в общем, и все остальное. Слава богу, там как-то, не знаю, они уцелели. Боевая часть, там немножко кассеты, немножко чуть-чуть осколков, вот они показывают это конкретно, военные с передовой, вот эти посеченные их блиндажи. То есть четко ударили по расположению. И военные, которые вот это прислали, они это все связывают с этим Маньком. Конкретно с Маньком. Как так можно? А он дальше уже конкретную карту. Многие, конечно, считают, что это спецоперация, отвлечение внимания, это действительно ну, какая-то игра, да, контрразведывательная. Дураков нет. Он там набивает такой лютый образ, уже говорят, давайте Сырского снимать из-за Манько, он же там и под слово пацана выбирал там тест какой-то в ТикТоке, и под русские песни, в общем, такой специфический, претендующий на звание главного штурмовика Украины человек. Понятно, что это все имеет какую-то подноготную и смысл, многие, правда, не поняли, но те ребята, которые мне прислали вот это видео, что по ним полетело, конкретно по ним, и там чудом, в общем, не погибли после прилета вот такой дуры, которую они показали. Ну, так а если бы погибли? А по скольким еще другим подразделениям синенькими треугольничками отмечено на его картах полетело и прилетело? Кажется, за этой всей соцсетью, за всеми этими, этим всем бредом мы уже, по-моему, стали забывать, а что война идет на самом деле. Вот боевой медик рассказывает, война идет такая, що привозять раненого, і він просить добити його. Найбільш психологічно важке – це коли хлопці просять їм боляче настільки, що вони просто просять їх добити. Це найбільш психологічно важко. Найбільш психологічно важко бачити їхні очі, чути, коли істерики у дружин, коли вони просто телефонують, вони плачуть, і ти намагаєшся їм допомогти, ти намагаєшся їх заспокоїти. Ну, конечно, ты пытаешься помочь, успокоить. Представьте, это происходит после вот таких вот таких придурков. Пускай даже у него было разрешение, пускай даже он специально эти карты слил, пускай они там не соответствуют уже действительности, уже как в фильме ТМБ, поменяли ландшафт, причем вручную, и противник потерялся на местности. Неважно. А вот по этим ребятам, которые прислали мне вот это видео, оно бы прилетело. Но попали бы, да, или четко бы долетело. И что? Хорошо, если убило все, ну, человек не будет мучиться. А так они мучаются, раненые, с операциями, с ампутациями, с родными, с истериками. Они говорят, не хочу я быть всю жизнь калекой. Это ужас, что переживают вот эти медики. Вот такие медики боевые, они рассказывают изнанку этой войны. Не какие-то там припудренные, а настоящие. В сети разошлось видео, ну, такое, конечно, очень спорное. Мне потом подсказали, это, конечно, искусственный интеллект, но его запустили и достаточно широко распространили. Манікюр взагалі ніде не мішає. Була раз ситуація, з каба осколки мені трошки підламали. Прям в ноготь попав осколок від каба. На позицію від нас десь метрів 10 впало 2 каби. Один осколок попав в ногу прям, а другий осколок так вийшло, що пообжигало мені руки і трошечки манікюр повідламувався. І за те, що попав осколок. А не так, що я десь зацепилась і він поламався. Ні, він мені взагалі не заважає. Ну, маникюр вообще не мешает, да? Ну, вроде как потому что там, ну, это невозможно, чтобы это вживую-то рассказывали, понимаете, вот это снимали. То есть тут люди, тут грязь, пот, кровь, слезы, вывернутые органы, вот это все, там, добейте меня. Кап упал, там, метров 10, маникюрчик сломало в ногу, там, еще что-то. Понятно, что это издевательство уже над этой постправдой войны. Но, с другой стороны, вот это точно не искусственный интеллект. Еще одна девушка. Дуже багато дівчат військових саме носять дрес. Ну, я не скажу, що прям дуже багато, але є така тенденція дійсно. Чи зручно це? Чи як взагалі на фронті, от саме з доглядом за волоссям для дівчат? Ну, це в першу чергу зручно. Саме тому і заплітаємо дреди, тому що
За ними не потрібно доглядати, їх не потрібно розчісувати, їх не потрібно мити. Ну, я мию свою зачіску десь раз на місяць, навіть влітку. Ну, відповідно, це забирає необхідність якогось спеціального догляду. Просто їх підплітаєш там раз на 3 місяці і на цьому все. Поняли? Маникюр не мешает, дреды, чтоб раз в месяц голову мыть. И так вот сидишь и думаешь, а к чему это все? К чему? К чему? К чему? К женской мобилизации. Начинают прокачивать. Даже Черновол, отказавшаяся от депутатского мандата после смерти Порубия, ну, отсрочку получив там на год, чтобы стать депутатом, оставшаяся воевать в армии, тоже нам говорит, мясные штурмы, кошмар, катастрофа. Но Зеленского она уважает, потому что нет переговоров. Але зараз я його сприймаю як головного командуючого по тій причині, що він зараз не здає позиції України в псевдомирних переговорах. Тобто на псевдомирні переговори, він не йде. Не пішов один раз, другий, третій, четвертий. Я це бачу, я це поважаю. Тобто якийсь мінімум, який я, до речі, в 22-му році близько цього не чекала. Але це стало для мене приємною несподіванкою, тому як головного командуючого я його зараз сприймаю. Усі інші речі, які відбуваються в країні, я не сприймаю, але я вважаю, що український народ це заслужив, бо це він вибрав. Це причому монобільшістю, і він голосував за непрофесіоналізм. Вот так вот, профессионал, понимаете? Профессионализм, говорит, не ведет переговоров. Так а зачем ему вести переговоры? Зачем? Ну вот, например, там в украинском сегменте Телеграма распространяются вот такие душещипательные вещи. Покровск, это 24 число. То есть сегодня 27, это уже 3 дня назад пишут, там 35-я бригада, говорят, вот Покровск нам не нужен, там одно сепарье, вот это все за них умирать. Русские, за Путина, Покровск даже называется чисто по-русски, в честь православного чего-то там. У нас в Украине таких городов отродясь не было, ведь мы уважаем все конфессии. Понятно, что это, собственно, может быть и вбросы, и ПСО, и так далее, но многие, и вот конкретно эти скрины, это там, конкретно информационная отработка, ну, мол, это никакая не 35-я бригада, это за них пишут в телеграм-канале. Но так многие считают и говорят, да елки-палки, что нам умирать? Люди не хотят, люди устали. То есть люди, вот они говорят, ждуны. А чего они ждуны? Чего они ждут? Они ждут, чтобы, условно, русские прошли, все закончилось, началась хоть какая-то плюс-минус жизнь. Вот этого они ждут. Потому что украинские их не защитили. Не смогли защитить, не смогли предотвратить. Более того, зона поражения и зона войны, она постоянно расширяется. Вот на днях удар по ЖД, вот вчера буквально, удар по ЖД с топливом. Бьют уже четко в локомотивы, топливо стоит, там потом добивают FPV-дронами. То есть ЖД уже там локомотивы под прицелом. Конкретно уничтожается жизнь любая. А их надо защищать. И ЖД-сообщения, и газа, и теплогенерацию, и электрогенерацию, и ГЭС надо защищать, и всех. И надо еще что-то делать, понимаете? Что-то делать, каким-то образом пытаться спасаться. Вот флэш по радиоборьбе публикует Сергей, да, Бескрестнов, публикует военнослужащий вот такие фотографии. Говорит, часто езжу, вижу трансформаторы. 6 рядов закрыли по бокам трансформаторы, а сверху ничего не поставили. А дрон возьми и не сбоку в бетон, а сверху хлоп и уничтожил. Этот трансформаторный блок уже не восстановить. Все. А позавчера ударили по складам в очередной раз. Там есть компания, которая производит кетчупы, ну, всякие соусы. Да, они рассказали бешеные для их компании потери продукции. А есть куда более серьезная. Компания Optifarm позавчера
уничтожили склад и уже прогнозируют проблемы с лекарствами по всей стране, потому что запаса нет. Все, на Ухналь вынесли. Ну чего говорить, если опять мы вот там, где этого рикшу, да, в Кривом Роге, родном президента. Вот, например, такая картина позапрошлой ночью наблюдалась. Бах, все. Был свет, нет света в Кривом Роге. Вот он был, а вот его нет. Понимаете? И все. Ну, чтобы был свет, всех как бы научит Арахамия, как надо поступать. Арахамия, который парафировал, как утверждают, Стамбульский договор, выступил, в общем, имел слово, держал на специальной встрече с бизнесом и говорит, давайте на Закарпатье поставим ветряки. Ветряки збить тяжелее, да і вообще світ тогда буде. Коли ми маємо війну, ми розуміємо, що побудувати, наприклад, ми бачили там проекти вітропарків, які є тут, просто влучити ракетою чи шахедом в один вітряк, це, по-перше, і шкоди набагато менше, а по-друге, ти ще й піди так влучиш. Поняли? Значит, Украину спасут ветряки. Потому что там, во-первых, надо попасть, а во-вторых, ну, попали, ну и вреда не так много. Ну, что там подумаешь, те лопасти разлетелось, ну-то и все. Надо ветряки ставить. Вот на Закарпатье там меньше летит, вот на Закарпатье много ветряков поставить, и все. Главное, чтобы погода была ветреная, ветряки крутились, денежка капала, и мы энергонезависимы. Буквально 2 дня назад у себя в телеграм-канале я показывал, как уничтожили ветряки в Краматорске. Ничего, попали. Но мы там на Закарпатье. І буде хорошо. Це насправді, навіть з військової точки зору, досить складне завдання. Тому бажаю плідної праці вашому комітету і керівництву Закарпаття. Також бажаю, щоб ви далі демонстрували такий дружній інвестклімат для енергетичних індустрій. Значит, собрание это выездное заседание комитета по энергетике. В общем, Закарпатье будет с ветряками. И все будет хорошо. А что касается, окей, света, да? Света. А что касается тепла? Специалист по коммунальным услугам Попенко сегодня прокомментировал этот вопрос. Говорит, ребята, тепла этой зимой не ждите. В домах, в квартирах будет 10-12 градусов максимум. Газу у нас буде дуже мало. І я думаю, що НАК «Нафтогаз» буде обмежувати подачу газу. Як в приватному секторі і теплокомунальному. Тому в домівках наших буде, якщо не дуже холодно, щоб буде просто холодно. Тобто реальна температура в домівках може бути і плюс 10, і плюс 12. Поняли? Плюс 10, плюс 12. Нормальная комфортная температура. Может быть просто холодно, может быть очень холодно. Все, конечно, зависит от зимы. Но, в общем, такие настрои у украинцев, украинских экспертов. Ну ладно свет, ладно тепло. Так а с водой что? А воды не будет. Львов 4 дня сидел без воды. Набирали в реках. Набирали в каких-то ручьях, родниках. 4-та доба буде. В речках. Обіцяли нині ж воді дати. Ні, та ми віримо, то колись мають дати, то я ж боже. Шлях би їх страшно. Не знаю, чи в них вода є, але на Левандівці води точно нема. Ні, та чого кажете, роксоляни в одному будинку є, в іншому нема. Таке собі. І діти вдома так, Добре, будьте здорові, дякую. То есть во Львове катастрофа. Очереди, колонки, там в одном доме есть, в другом, в общем, беда. Но вроде как вчера уже начали эту воду давать. И ситуацию объясняет мэр Садовой. Завершили всі аварійні роботи. Щоб ви розуміли, це є 4-й порив за останні 3 доби. Значит, 4-й порыв за 3 суток, поэтому вот такая чехарда и вот такая беда с водой во Львове. В чому є причина? Зараз оця труба.
Це є труба 1901 року, тоді поклали 1901 года. 124 года. 1901 года. цей водогін, є відповідна тріщина. Ну, вообще-то да, трещина. Пора би. Гарантувати, що завтра знов такого не буде, неможливо, тому що, в принципі, цей водогін давно треба вже було міняти. 30 кілометрів, сьогодні ми цього собі не можемо дозволити. 30 километров водогона 1901 года во Львове поменять не могут. Вода вже пішла в мережу, до кінця дня люди вже будуть з водою. Єдине, що хочу подякувати всім працівникам водоканалу, які цілу ніч працювали, Москаленко, Ванькович тут були постійно. Ну і перепросити ще раз мешканців, тому що, звичайно, це неприємно бути третю добу без води, без системного водопостачання. Дякую вам. Дякую вам. То есть, смотрите, когда мы говорим о том, что из себя представляет государство Украина, да, мы берем разные регионы. Проблемы есть везде, во всех городах, проблемы разные. Да, там все осыпается. Но когда у тебя водопровод 1901 года, а на 30 километров у тебя нет денег, чтобы его поменять, то есть они только вот, оно треснуло, они залатали, треснуло, залатали, треснуло, вот так вот они и делают. И все. А мы говорим о том, что мы стремимся в Европу, о том, что мы там современная страна, что все у нас хорошо, что вообще прям замечательно. Мы там всех победим. Вот, например, смена власти в Одессе. Да? Забрали паспорт у Труханова. Понятно, что там нарисовали это российский, как повод забрали, поставили Лысака. И все смотрят, а что тут Лысак уже? Он сколько, недельку вот он уже заселился в кабинет, он уже руководит Одессой. Как-то тихо все как-то причаились. Не, нормально. Лысак занялся делом. Суботники организовывают. Давайте ми за місяць часу з вами наведемо порядок в місті. Давайте, говорит, наведем порядок в городе, в Одессе. С СБУшным, но он СБУшный, прищуром говорит нам Лысак. Стосується кожного і кожної. Вот это мне так нравится. Это касается каждого и каждой. Передача такая, ток-шоу какое-то называлось на украинском телевидении, стосуется кожного, по-моему. Значит, каждый наводит порядок. Буде об'явлений, скажу точно, місячник чистоти в нашому місті. Це Месячник чистоты. стосується кожного департаменту, кожного управління, кожного комунального закладу. Через місяць часу ми повернемося до цього питання, але точно скажу, що повернемося не всі. Через месяц мы вернемся к этому вопросу, но вернемся не все. Месячник чистоты объявляет Лысак в Одессе. Повернуться ті, хто не впорався. Це стосується кожного, починаючи там від в'їзду в місто наше, кінчаючи прибережною територією. Сегодня день украинского языка и письменности. Начиная на въезде и кончаючи прибрежной территорией. Месячник чистоты он объявил в Одессе, которую надо спасать, которую надо защищать. Зеленский как говорит, мы защитим Одессу, мы вот это все. То есть, а он пришел месячники объявлять чистоты. Месячник чистоты. Ринки, базари, зупинки, колії, вулиці, міжквартальні проїзди. Поняли? Он будет чистотой заниматься в городе, а то засрались при Труханове. То есть все ждут, ага, там идеологически что-то поменяется. Ну, возможно. Улицы попереименованы. Ну да, бюджеты Месячник чистоты объявил. Ну, надо было точно Труханова менять, слушайте, по этому поводу. Вот точно. Месячник чистоты. Так победим.
Вот прям победим. Это мне, знаете, вот я, если честно, поражаюсь, как вот люди, ну, вроде ж как, ну, они, ну, как не на своем месте или на своем месте, но вот лезут туда, куда вообще не надо. Есть демограф, да, у нас известнейший Элла Либанова. Вот она комментирует и делится своим мнением, что Украина отвоюет. Демограф, напомню. А можна я свою точку зрення скажу? Перше, що ми заберемо, це Крим. Крым она забирает. Первое, что мы заберем, говорит, это Крым. От щось я впевнена в цьому. Наді мною всі сміються, а я впевнена в цьому. Не Донбас. Обґрунтуйте, я Крим. вже починаю бачити купу позитиву в нашому спілкуванні. А обґрунтувати можна тільки історично. Обоснуй, говорит, исторически будем обосновывать. Ну-ну. Жодного разу не було, щоб якщо Крим відрізати від материка, його можна було втримати. А там зараз відрізати. Эксперт по демографии. Научный, уважаемый человек. Там сейчас отрезать этот Крым, хрясь, и все, и отрезал. Раз, и отрезал. Ну, побачимо. Донбас ми не можемо відвоювати. Це неможливо. Абсолютно. Від слова зовсім. І, до речі, не впевнена, що цікаво комусь. Але це вже інше питання. Ну тут, как говорится, на самом интересном месте. Донбасс вообще не интересен, чтобы отвоевывать. Да нужен он там кому-то, Донбасс. Ну, я имею в виду с точки зрения политической, человеческой. Ну, как вот это, ждуны вот эти все, там умирать за них. От Донбасса подгородиться колючий. А Крым это вкусно, Крым мы отберем. Кем? Бангладешцами на предприятиях? Вот этими женщинами, алкашами, которые тянут в ТЦК? Менты, которые увидели, что там кто-то поссал за углом, извините за бедность речи, а его в ТЦК сразу, родину защищать. Кем? Вот этими бусифицированными? Девочками с маникюрами и дредами? Крым отбирать? Понимаете, это просто доходит до какого-то просто маразма. Просто до какого-то. Кем? Нам уже говорили о том, что война там закончится. Все Равина вспоминают, да, уже который день, он всех поразил. Говорит, 15 января закончится война. А некоторые вспомнили Олю Полякову. 25-го року, 26 жовтня буде мир. Ось я вангую. Давайте. Якщо не закінчиться війна, можете мене піймати. Значит, смотрите, Полякову уже можно поймать, потому что 26 октября 25 года вчера. Я вже просто раз. Я вже просто сказала, що весною 23-го року війна закінчиться. И ничего не изменилось. И сейчас ты сказала, что вчера война закончится, тоже ничего не изменилось. Стабильность. Того моя мама мені позвонила і каже: Оля, це ж правда? Я кажу: мама, я не знаю. Вона каже: в смислі? Ти ж сказала по телевізору. Я кажу: мама, я не знаю, але я дуже надіюся. То я зараз не надіюся. Я точно кажу, дивіться, всі мене знімають, да? 26 жовтня 25-го року точно вже буде мир. То есть, понимаете, это смешно. Вот это вот смешно сейчас смотреть. Это делается для хайпа, для популярности. Она вообще не понимает, мир, не мир. Она сейчас разбирается с тем, чтобы представлять Украину на Евровидении, потому что там есть затыки. Она в российских премиях Муз-ТВ принимала участие. В Россию ездила, ну, до вот этих всех событий большой войны. А там есть какая-то норма, что если ты, ну это ж Украина, если ты там когда-то был и ездил, то тебя не пускают. Тебе нельзя от Украины ехать на Евровидение. Но тут смысл какой? Над этим уже все потешаются. Война закончится тогда, война закончится тогда. То есть... Через год, проходит год, ой, ну все, ошиблись. Еще там когда, через 2 года, понимаете? Но все раздают вот эти президенты. А если попробовать отмотать пленку на 5 лет назад? 5 лет назад. Привіт.
Узнали? Я с трудом. Так, я звертаюсь саме до тебе. Пам'ятаєш, як ми разом писали мою передвиборчу програму? Мы вместе писали программу предвыборную ему. Помните? Щоб втілювати те, що дійсно потрібно саме тобі. Кожному громадянину України. Це була демо-версія народовладдя, а його реальне запровадження стало нашою з тобою метою. Поняли? Демо-версия народовластия. Как сейчас помню эти все, скажем так, вот эти громкие словеса? Ну, 5 лет всего прошло. Вроде как много, ну, целая вечность, потому что война. А так вроде не сильно много. І наразі парламент готується закріпити цей важливий механізм на законодавчому рівні. Та погодьтесь, право народу України на власну думку священне. Йому не потрібне благословення від політиків. І ніщо не заважає нам з тобою просто поговорити відверто. О, это было тогда, 5 лет назад. Говорили откровенно. О чем? 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами, про те, що раніше нас ніколи не питали. 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку. Не політиків з високих кабінетів, не незалежних. 5 вопросов. И так это все смотрится, ну теперь-то уже абсолютно... Тогда это так мило казалось, а сейчас это прям очень и очень. Но уже тогда, да, собственно, вот эти опросники, ну вот что, как люди снимали в соцсетях. Писали слово «импичмент», выбрасывали в унитазы. А вопросы были простые. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в крупных размерах? Сейчас пожизненное – это кресло чиновника, все на своих местах. Поддерживаете свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской области создание? Да, зоны, свободные от украинцев, конечно, вот поддержали, видите. Поддерживаете сокращение депутатов до 300? Депутатов проредили, конечно, существенно. Но, может, поддержали. А легализация каннабиса в медицинских целях, конечно, легализовали. Поддерживаете ли вы использование гарантий безопасности, которые Будапештский меморандум определил для того, чтобы восстановить государственный территориальную суверенитет и территориальную целостность? Это был такой вопрос, это был самый главный такой 5-й политический вопрос. Это все ерунда, там зона экономическая. Вот этот был вопрос самый главный. Кто ж знал, что такой ценой и вот таким вот образом? Люди писали, посылали, обзывали. Ну, в общем, проголосовали в этом псевдоопросе. Но подавали, что это мы вместе. Мы вместе. А еще немножко позже, да, если помните, были вот эти мы лохи, мы не лохи, Гордон и Комаровский. Сегодня Гордон вышел с интервью. Такие интересные фрагменты у него. Очень интересно. Ну, во-первых, про семью, про сыновей. Сини у вас призивного віку? Всі не тут, скажу так. Не тут? Ні. Не тут, тому що небезпека. Чи думали ви про те, щоб хтось з них, чи можливо вони виявляли бажання, долучився до лав Збройних сил? Значит, все сыновья не здесь, потому что опасно. Может, вы рассматривали вопрос, что кто-то в вооруженных силах Украины будет принимать участие? Рассматривали? Не рассматривали. Двоє з моїх синів народилися не в Україні. Один з них має громадянство Сполучених Штатів Америки, він американець. Другий багато-багато років живе в Америці. То есть один сын американец, второй сын много-много лет живет в Америке, а третий больной. Так это было у отца 3 сына. Ну, у него там еще, правда, 4 дочки, ну, неважно. Говорит, было у отца 3 сына. Вони обидва живуть в Америці. Третій син, він хвора дитина просто. А що з ним? Ну, зараз я без його відома цього казати не можу. Це молодший?
Ну, яка різниця? Ну, хвора дитина. Я не можу про це казати. Ну ви просто ніколи про це не говорили. Ну, я ж кажу, хвора дитина. Я про це не можу казати, це його біль, це його хвороба. Ну, это его боль, в общем, он больной. Тут больной, а те два американца. Было два сына, два американца, а третий больной. Это он рассказывал о своих сыновьях. Это тот, который призывал брать оружие, призывал идти. Ну, вот так вот рассказал. Ну, на украинском языке, видите, как все очень... Надо россиян обязательно обозвать. Ви сьогодні сказали, що російський народ у більшості бидло. Ну, за винятком. І падло. І падло. Российский народ быдло и падло. Ой, как интересно. Чому стільки років своєї діяльності ви притягували сюди якраз російський народ і росіян? Ой, это потрясающе. А чё ты всем тянул их сюда, этих россиян, в своих интервью, разговорах? Быдло и падло, зачем ты в Украину тянул? Гордон, лысая макушка, расскажи. Навіщо? Я нічого не притягував. Я робив інтерв'ю, я вільна людина. І я... Да, ты свободный человек. Твои дети свободные люди. Ты делаешь то, что ты хочешь. Ты? Да. завжди робив інтерв'ю з тими, з ким мені було цікаво розмовляти. Поняли? Ему было интересно делать интервью с теми, с кем интересно разговаривать. А? Он свободный человек. Человечище. Ай, ну, еще один эпизод. Это про язык такой из этого интервью у Гордона. Ну, кстати, грамотный. Ну, плюс-минус адекватный, нормальный с точки зрения упоротости времени. Ведь вот это вот там ведущий, этот подкаст, что они записывают, это интервью с ним. Таких много там, они такие марафонистые и все. Но вы заметили, что проходит время, и уже и Гордон говорит, так а что ты тут с этими там россиянами? То, раз ты сейчас говоришь, что россияне такие плохие, быдло и падло, то хочу, что ты с ними сколько лет интервью записывал и тянешь их сюда. Ну так будет и с языком, 100%. Ми живемо в незалежній українській державі, де всі повинні знати українську мову, де всі повинні вивчати українську мову, де всі мають, не повинні, я кажу, мають любити українську мову. Але не треба нікому, якщо... Ну, типа, когда улыбается ему. Хорошо, говорит, улыбается. Якщо ви хочете зшивати країну, зшивати, а не роз'єднувати, не роздмухувати це дурне багаття, нікому не треба нікому говорити, якою мовою ви маєте спілкуватися в побуті, та хоч гагаузькою. Йдіть на фронт, скажіть хлопцям, які там російською мовою розмовляють на... Да нет, да никто не говорит. Какой-то странный этот Гордон. Кто там говорит? Какой русский язык? Нам четко сказали, там этот военный психолог, науковец, говорит, нет образа русскоязычного украинского военного. Украинский военный образ такой имеет, чтобы, он говорит, на украинском, по-русскому нет. Нет такого на русском языке, чтобы говорил украинец. Это все нарратив вражеский, Гордон. Ты что нам тут в ФСБ что эту вставляешь? Вот хорошо, что у тебя вот нашлась наконец-то собеседница, которая выведет тебя на чистую воду. Передовій. Чому ви українською мовою розмовляєте? А ви знаєте, що в Азові в інших бригадах більшість російською мовою розмовляють? А Азов это, простите, это показатель? После того, что было в 3-й штурмовой с этим Калавратом, российским нациком, который в 2014 году приехал и с ними там начал движуху, а потом обливали бензином, заставляли бегать, угрожали подпалить. В Тернополе! В Тернополе! Ви знаєте це чи ні? Я знаю, якщо Знаєте. у них немає часу вивчати, що Это... Слушайте, вроде же такие лобные доли выдающиеся у ведущей. Какая вообще молодец, говорит. То есть у них нет времени изучать украинский язык. Времени нет изучать украинский... Подождите, а это вообще, это кто? Вот эти, кто служит в этом... Они вообще в школу ходили? Ходили в школу? В школе изучали украинский язык давно. Всегда, то есть там, чуть позже, чем с момента независимости, но там украинский язык, во-первых, изучали, во-вторых, все сейчас на украинском, а она вот это вот родилась там в черепно-мозговой коробке у нее, говорит, так они воюют, у них времени нет учить украинский язык. заважає людям в тилу? Я вам ще раз кажу.
А что, ладно, военные не успевают, а людям в тылу что мешает выучить? Люди в тылу вообще ничем не заняты. Эти хоть воюют, а вы что делаете? Люди в тилу. Учи український язик. Українська мова повинна бути єдиною державною. Всі судочинства, всі газети, вистави, театри, все має бути українською мовою лише. Офіційні заклади українською мовою, ресторани українською, магазини українською, все українською мовою. Не лізьте до людей в побут. Нехай спілкуються будь-якою, хоч гагаузькою. Не лезьте к людям, не лезьте к людям. Не лезут. Все очень мягко. Эта фотография в Броварах была снята. Сельпо, сеть супермаркетов, запустила интереснейший проект. Прям очень интересный. Ну, то есть уже как бы он прошел, но до 13 числа называется «Книжковый русайклинг». Русайклинг. Книжный русайклинг. Значит, до 13 числа собираем 80 тонн. Детали потом отдаем на переработку. Значит, забрасывайте в, в общем, книжку русскоязычную, в тележку, да, и станете частичкой трансформации. Значит, положите эти книги русскоязычные, да, то есть, если занимает место на прилавках, давайте кладите, и мы их утилизируем. Не место русскоязычной книжки, так сказать, в утиль, все в утиль. Вот таким вот макаром это все происходит, понимаете? Вот таким. Поэтому никто в быт не лезет. Ну, читать ничего, смотреть ты не можешь. И всячески грозятся, надо отключать русский язык, отключать. Причем я сегодня говорил в прямом эфире, что, в принципе, день-то, это обострение к Дню письменности и языка украинского. День-то хороший. И украинский язык правильный, милозвучный, великолепный, литературный, красивейший язык. Точный, интересный. Вот такой язык. И глубокий, и важный. Только испоганили украинский язык и превратили в инструмент войны и пропаганды. Вот как поздравил с Днем письменности всех Зеленский. Он поблагодарил всем тем родителям, которые говорят дома на украинском с детьми. Дома с детьми на украинском. Это тот, который пришел с президентское кресло, что ему все равно на каком языке. Вот как сейчас там Гордон, сейчас не лезьте в быт. Да нет, давайте полезем в быт. Давайте полезем во все сферы жизни. Нам Зеленский другое обещал. Ну а Ермак поделился потужным видео. О, россияне массово уничтожают украинские книги. Где? Как вот в Сельпо? Русайклинг? Мариуполь, Кобзарь бросали в огонь. Ой, что было? Ты представляешь, украинские книжки уничтожают. І на оновленій землі врага не буде супостатом, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. И Зеленский там где-то на фоне читает строки бессмертные. Будет звучать украинское слово. Как всегда, не обошлось без скандала сегодня. Сегодня в этот день традиция такая, есть такая акция «Радиодиктант». По Ютубу, по телевидению, по радио, в общем, включают во всех школах, да и просто любой гражданин Украины, человек может сесть, написать диктант. Наталья Сумская его сегодня читала для детей и на уроках, и для всех остальных, да, и там есть даже специфика определять победителя диктанта. Но что-то пошло не так. Прошлогодняя победительница со Львова, украинского диктанта, говорит,
плохой диктант был. И читали плохо, и текст не такой. І ми писали цей диктант у компанії, власне, минулорічної переможці радіодиктанту національної єдності. Це львів'янка Христина Гоянюк. Власне, поділіться враженням, як цьогорічний радіо. То есть, смотрите, восторженная журналистка берет комментарий у победительницы прошлого года национального диктанта, а еще ж назвали так «диктант единения». Единение. Ну, а та возьми и скажи все, что думает об этом тексте, об этом диктанте. Диктант. Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене на повал. На повал свалил диктант. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року був диктував. Ну, слова... И что-то пошло не так. Говорит, прочитали плохо. Текст, черти шо. Пускай лучше там мужик этот читал, который в том году читал. Хоть нормально читал. Это же диктант. Это надо, чтобы диктовать, а люди записывают. Ой, студия. Что случилось? Что такое? Не-не-не, выключаем. Не-не-не, суспільне мовлення. Нельзя критиковать. Это же єдності, єдинення диктант. Судячи з настрою вперше, хоча побачимо, можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок. Она ж не успевала. Ну, может, все-таки без ошибок. Не успевала. Прям проблема была. Прям Сумская, та, которая матюки на украинской литературе детям в школе предлагала преподавать, прям торопилась куда-то. Кто писал радиодиктант? Что это было? Не имею ничего против Натальи Сумской, но ей же должны были какой-то инструктаж провести, как диктовать, потому что это был трэш. Текст очень интересный, супер для диктанта, но по скорости чтению я прифигела, пишет участница. Первое предложение так и не дописала. Вообще, почему берут актрису диктовать, а не учителя, который имеет в этом опыт? Вот другая пользовательница. Желаю всем, чтобы сборы, донаты имеется в виду, закрывались так же точно быстро, как Наталья Сумска читала радиодиктант. Пани Наталья куда-то спешила или очень переволновалась. Читала она хорошо, но для диктанта это было не то. Текст сначала не прочитали, первое предложение вообще не успели дописать. Темп очень быстрый. Вот такой диктант национального единства. Казалось бы, очень хорошая традиция, но и тут не нашли. Даже в радиодиктанты едности не получилось. Как вот прям, не знаю, как пороблено, как вот сглазил кто, понимаете? Как сглазил кто. Вот так с языком, а вот так с церковью. В отнятом Украинской Православной Церкви соборе Чернигова устроили презентацию журнала «Авангард». Журнал не кулинарный, не какой-то там глянец, фешенебельный, это как бы журнал нормальный, но исторический. Власти заверили, что нельзя ограничиваться значением Преображенского собора как духовной святыни, и 23 октября провели в отобранном Преображенском соборе культурологический журнал «Антиквар», презентацию его. Значит, выпуск, научные статьи, фотографии собора содержит. Также заверили, что издание включает новейшие исследования. Цитата. «Новые нарративы, которые помогают шире посмотреть на Спас Преображенский, не ограничиваясь лишь значением его как духовной святыни». То есть это не просто духовная святыня, это что-то больше, чем духовная святыня. Вау! Вот это журнал. Этот труд служит весомым доказательством того, что Украина имеет более 1000 лет истории. Он подчеркивает важность взращивания нашей идентичности и непоколебимой борьбы за нашу суверенность, сообщили сотрудники заповедника. Вопрос, ну, там, конечно, устроили
показ и игру бандуристов. Пришли бандуристы и сыграли в честь культурологического журнала «Антиквар». Но Украина, которая имеет более 1000 лет истории, не знаю, для кого как, но, простите, но для меня это что-то новое. Ну и, собственно, авторы тоже материала этим вопросом задаются. 1000 лет истории. Чего? Нормально. Отлично. Ну и вылазит, помимо вот этих пустеющих храмов с редкими презентациями и игрой бандуристов или заворачиваниями голубцов Клопотенко, как в Лавре, вылазит всякая, бесовщина. Священнослужители Української Растафаріанської церкви. Украинская Растафарианская церковь. Растафарианская. Смотрите, там трезубчик в виде листика. Понятно, какие символы, звезды Давида. Просто, люди. А люди, в возрасте. Не сказать, что молодые хлопцы дурачатся. По крайней мере, вот этот, тот второй помоложе. Сьогодні буду читати молитву, проведжати Дізеля. Запитуйте нас, що за культ Растафаріанська церква? Та нам все понятно. Це наша крута церква. Десь впливала в інстаграмі. Ні, в тіктокі ми. Получается, что у нас такая и будет, собственно, Растафарианская церковь. И как-то подозрительно продажа пива упала в Украине. Все перешли на легальный, продукт, как бы это правильно выразиться, растениеводство. Значит, упало на 20% потребление пива. 60% украинцев пиво пьют, 32% регулярно. Бутылочное вообще летит в тартарары, то есть пьют не бутылочное, баночное и так далее. Это Forbes опубликует пенные данные, сегодня опубликовал, которые, о чудо, свидетельствуют ровно о том, потому что пиво это жидкий хлеб. И, соответственно, эти данные свидетельствуют о том, о чем должна была там, например, Алла Либанова говорить и думать, а не о том, как мы заберем Крым, а Донбасс не сильно нужен. Людей сокращение катастрофическое в стране. И это видно по всем показателям, и в том числе и пиво, и в том числе и его. Потому что люди погибают. Люди задыхаются в ванной, как позапрошлой ночью на Братиславской. Вот этот пожар, прилет в Киеве, когда дрон упал на уровне 2-го этажа, погибли люди. Войну надо останавливать. Кто за этих людей помолится? Растафарианская церковь помолится? Это прям, это косяк. Это косяк. То есть дроны летят по людям. И казалось бы, что украинцы, идиоты, не должны же быть идиотами. Дроны, например, вчера в Лугано, такая замечательная, скажем так, была шоу-программа, посвящена биткоину, красиво все, мемчики, это все дроны летают, это все дроны, это все шоу дронов, понимаете? Таким образом биткоин всех победил, световое шоу. Класс! Не убивают, а просто радуют глаз. Они летят на Троещине, на улицу Братиславскую, или там в Деснянский район, да, например, или в другие места. Люди пытаются идти дальше. Да, иногда коряво получается. Иногда это все с какими-то перегибами. Даже в той же России, да, разлетелось видео этого оплаты по лицу. Да, тоже технология.
Вот как она работает. Скажи, как ты моим лицом рассчитываешься? А ты говорил, карточки от тебя спрячу, карточки. То есть вы понимаете, в чем дело? Идет все вперед. Идет развитие, идет какой-то процесс движения. Да, коряво. Можно фотографию мужа показать, и с его счета спишутся деньги. Конечно, это прикольно. Но это какое-то развитие. Да, эта технология, как и в ДИИ, я, помните, рассказывал в шуме, банк ID обманули, ИИ, искусственный интеллект, модель человека сделали, прошел банк ID и завели кучу кредитов. Но, тем не менее, это какой-то путь куда-то. Какое-то там развитие технологическое, допиливание, обтачивание, мысли, время искусственного интеллекта. А его применяют для дронов, для убийства, для каких-то там, не знаю, спецопераций, в военных целях. Что советуют, условно, после там очередного обстрела, который еще будет точно повторяться и по Киеву, и везде, вот этот, который флэш, да, достаточно медийный, человек медийный, военный, что он советует? Значит, все чиновники говорят: киевляне, готовьтесь, зима будет тяжелой, но это все общие фразы. Нас зимой на данный момент, повторюсь еще раз, данный момент, потому что ситуация меняется каждый день, россияне атакуют, власть чинит, россияне опять атакуют. Температура в квартирах +5, +10 будет, в зависимости от погоды. Попытки обогреться электрикой приведут к перегрузке сетей и графиков отключений каждые несколько часов. Чего добиваются россияне? Конечно, им все равно, будем мы мерзнуть или нет, будем мы сидеть в темноте или нет. Врагу нужно сломать население столицы, чтобы начались беспорядки и хаос. Вы понимаете, что беспорядки и хаос у них там в голове? Как раз таки беспорядков и хаоса будет меньше, когда ничего не будет работать, и все будет, все будет в темноте. Им нужно, чтобы люди заставили власть принять их условия. Насколько они достигнут этих целей, я не знаю. Надеюсь, у людей хватит мудрости понять, что происходит и кто виноват. Значит, чего ждать? Вот это важно. Голода не будет, топлива будет, вода, надеюсь, будет. Мэрия сделает все, чтобы больницы, садики и критическая инфраструктура работала. Будут пункты обогрева и связь мобильная с интернетом будет. Что может посоветовать нам этот специалист? Купите вместе с соседями или сами генераторы, удлинители. Имейте небольшой запас топлива. Рекомендации выезжать с Киева на зиму всем немного идиотские. Большинство людей никуда не хотят ехать, потому что да и некуда. Но если у кого-то есть дачи с печками у ближайших селах, то, конечно, нужно подумать о запасном варианте. Посмотрите на автономные дизели-обогреватели. Но помните, что им нужен вывод выхлопа на улицу. То есть, вместо того, чтобы сесть, договариваться, заканчивать войну, восстанавливаться, нам вот что советуют. Вот такие дельные советы. И на этом фоне тотальной мобилизации, которую мы сегодня обсудили, этого всего ужаса. Все люди, которые хотят мира, хотят, чтобы это безумие закончилось, выглядят, знаете, как кто? Как хобби-догеры. Короче, очередное перемыкание с модными течениями. Хобби-догинг в Европе стал популярен, а это прогулка без собак. То есть они реально, они с поводками
ходят, как полосу препятствий для собак проходят. Вот это вот люди, которые хотят мира. Они вот ходят, выгуливают свои вот эти хотелки, а собаки нет. Хобби-догинг. Fuß. Und halten. Fuß. Wieder weg. Fuß. Und halten. И разговаривают сами с собой, команды дают сами с собой. Вот как они выглядят. И это... Они выглядят безумцами. Потому что мы же смотрим на власть и говорим, давай заканчивать, Трамп, Путин. А никто ничего. Давайте подведем итоги опроса нашего сегодняшнего. Они выглядят вот таким образом. От кого сейчас зависит? Продолжаться войне в Украине в большей мере. От кого? Значит, 14% Карл, король, 17% Трамп, 23% Зеленский и 46% Путин. Спасибо большое за то, что проголосовали. Очень вам благодарен. Научно и познавательно. Тут кто-то отрекламировал YouTube-канал. Спасибо большое, что и, собственно, и поддержали, и всем посоветовали. Спасибо, друзья, что проголосовали вопросов. 20 тысяч голосов мы получили. Так, значит, давайте некоторые вопросы сегодня тоже поднимем. Что здесь случилось, пока мы шумели? Землетрясение в Турции 6,1 баллов. Орбан перед визитом в Вашингтон назвал главой Трампа главой политического мира. Ну, то есть, такое сообщение. Ну вот, да. То есть, пошла критика DIA. Значит, специалист по кибербезопасности Корсун рассказал, что DIA является крупнейшей технологической аферой за всю историю Украины. Говорит, никто из чиновников Минцифры за 6 лет не решился открыто ему оппонировать. Корсун ссылается на данные нацполиции множество случаев оформления кредитов. Когда DIA проектировалась, на нее вообще не было никаких документов. Обвиняет чиновников. Эксперт обвиняет чиновников Вовка в перекладывании ответственности за оформление кредитов на людей без их ведома, на них самих. Ну, то есть продолжается история, затыкают рты, что это, мол, DIA не виновата. Ну, то, что мы, собственно, и с вами, то, что мы и видели. Ну, очередные там выпады военных, потужное заявление Кухарчука, например, из 3-й штурмовой, что России на сегодня будет легче взять Польшу, чем Донецкую область. Другой азовец, экс-начальник штаба, который ушел, Кратевич, говорит, что может не вполне понимать Зеленский фатальность ситуации в вооруженных силах Украины. В общем, дочь Келлога потроллила российскую мобильную огневую группу у Кремля, типа постойте, меня уверяли, что Россия это сверхдержава, Киев за 3 дня превратились в 2 чуваков, защищающих Москву, позор, написала Меган Мопс. Ну и Олег Собчук говорит, что русский язык должен полностью запрещен быть в Украине на государственном и всех уровнях. Точка. Это не прихоть, а необходимость. Это залог победы Украины над Россией. С днем письменности, языка, паніта панове, слава Украине. Олег Собчук, который участвовал на 1020-летии крещения Руси в туре с братьями Карамазовыми, группой ДДТ, рок-туре православном, большом. Чё, нормально, и с российскими певцами выступал. Говорит, надо запрещать русский язык в Украине. Договорились, в общем, все договорились до ручки. Да, друзья, всем большое спасибо. Зрителей было более 25 тысяч. Спасибо большое. Поставьте, пожалуйста, лайк. Меган Мопс смеются. Ну да, это клиника, я с вами согласен.
Да-да-да, нет термин «Киевская Русь». Ну, я так и знал, что как бы кто-то придерется по поводу «Киевская». Не в этом суть. Дело не в том, что там «Киевская», не «Киевская». Это Соболев говорит: смотрите, как классно, нас все поддерживают исторически. Так, пожалуйста, запретите русский язык в ВСУ. Да, и на дембель всех, кто говорит по-русски. Я говорю, или там, выпустите из страны всех, кто русскоязычный. Улетят все. Все просто там. Будет такая давка, что будут задавят друг друга в очереди на границе. Через это узкое горлышко КПП. Шелест, Стахановец, проблема ли? Да, спасибо. Значить, Олександр, все-таки перевалить війна за 26-й рік? Все-таки так квітня, чи як ви говорили, до Нового року заберуть Донбас, и Россия скажет, что готова до миру. Я все-таки пока не меняю прогноз, до конца этого года что-то должно все-таки произойти в этом направлении. Ну, мне так видится. Все равно я понимаю ситуацию, я понимаю, что если перевалит, то совсем чуть-чуть. Короче, я очень расстраиваюсь, потому что прогноз не меняется мой пока, да. Мне очень понравилась фраза: если ты меняешь свой прогноз или отменяешь свой прогноз, это не прогноз. Это домыслы, это манипуляция, это вранье. Я все-таки пока остаюсь на этом прогнозе своем, что до конца года что-то должно решиться, может перевалить чуть-чуть за к Новому году, но я все-таки думаю, что до Рождества по католическому стилю, может по православному, то есть по нашему Рождества. То есть в этом промежутке что-то вот должно, перемирие точно быть какое-то, и достаточно продолжительное, с выполнением, понятно, или там пакетом, дорожней картой, выполнения определенных условий. Об этом будут рассказывать порционно. Я все-таки это пока просчитываю. Мне кажется, это очевидным. Даже несмотря на вот эти все ужасные заявления, дальнобойности и всякая вот эта ерунда, которую мы с вами шумим. Пока я не отменяю этот свой прогноз. Прогноз может, конечно, скорректироваться, но вот я вижу эту коррекцию чуть-чуть, может быть, начало года, время праздников. И Равин тут ни при чем. Смотрите. То есть пока вот все-таки я думаю, что мы движемся к этому финалу. Но есть в общем, может быть большая трагедия. Могут развалить дамбы разные, может быть что-то такое катастрофическое. Вот это вот удар по дамбе, это, конечно, все равно удар отчаяния, потому что начались действия на Волчанске, а там Северский Донец как раз таки прикрывает это, и это удар отчаяния. Дамбы уже рушились, но не такие большие, не на российской территории, в классическом смысле этого слова, поэтому мне кажется, что может что-то быть техногенное, как бы не так. Но опять-таки ходят же слухи, что Киевская дамба заминирована, да, и вполне себе, когда там, если россияне пойдут по Днепру, это шандарахнет, создастся какой-то вал определенной непроходимости через ужасы и трагедии, но это продлит время, и и как бы Путин плюнет, скажет: ну все, то, что там на том берегу, мы не заберем. Ну, есть такие слухи, конспирология такая. Не хочется, чтобы это все остановилось из-за какой-то трагедии. Слава богу, с ЗАЭС решили. Все-таки это хороший сигнал. Подключили ее к Запорожскую атомную станцию к электропитанию. Это означает, что такие крайние сценарии все-таки не будут рассматривать. Дякую за відповідь, спасибо за вопрос. Да, сумасшедшие, воюют сумасшедшие. Так. Дай бог хорошим людям, кто попал на эту войну случайно или по глупости, выжить. Согласен с вами, Вера, согласен с вами. Вопрос Александра: эфиры с Арестовичем будут? Пока не будут. Ну, смотрите, давайте так, много там вопросов. Эти эфиры — это как бы совместный проект. То есть, имеется в виду, у него на канале они идут как дневник войны, да, дневники войны. У меня это своя все равно специфика. Это все нормальный творческий процесс, да, то есть я не знаю, там был сегодня эфир или не был, дневники войны. Человек хочет по-другому, то есть, да, эти вещи не компонуются между собой, или компонуются, или какое-то время компоновались, а потом не компоновались. То есть не приписывайте и не додумывайте, пожалуйста. Я понимаю, что как-то Арестович фигура заметная, но пока решили взять тайм-аут, взять паузу, понятное дело. То есть с чем это связано,
не могу вам точно сказать. Может, ему хочется глубже анализа, может, ему хочется... Я все-таки не склонен считать, что, может, другого формата, может, вот по-другому чуть-чуть. Я, то есть, не понимаю, например, да, с чем связано. То есть, все равно эфиры, которые были у нас, вы всех видели, были хорошие эфиры. Там переобулся, не переобулся, без понятия, ребята, то есть, без понятия. Но каждый имеет право на то, чтобы на его канале выходило то, что он хочет. Да? Если совместное перестает устраивать, это как бы свободные вещи. Опять-таки, там много пишут всякую там ерунду, не про нас с Арестовичем, а вообще про других. Там деньги какие-то, кто-то кому-то платит, гонорары. Нет, ребята, то есть я с полной ответственностью заявляю, ни мне, ни я, нет никаких денежных отношений. Потому что когда это там какие-то денежные отношения, там гонорарная, любая другая основа, это другой подход вообще к встречам. Поэтому все добровольно, а это означает, что просто такой период. Пока нет, посмотрим, будут ли эфиры. Ну, то есть дневника войны не будет, вроде бы как, пока, да, там посмотрим, как пойдет у него новый формат, может, как-то что еще придумает. Это все люди творческие, все очень творческие, свободные, и это надо уважать. Саша не Юлю. Смотрите, не рады, Арестович понял, тут не рады. Он шел параллельно на его канале тоже. Ему там рады, на его канале. Мне там тоже части рады, части не рады. Дело не в том, кто кому рад. Дело в том, что ты получаешь на выходе и принимаешь какое-то решение. Саша дипломат. Ну, да. Я считаю, что нужно ко всем относиться по-доброму, и тогда к тебе тоже по-доброму. Был у него эфир, удалил. Опять-таки, это творческий процесс. Пускай, ну... Арестович говорил, устраивает стрим. Ну, устраивает. Меня тоже устраивают стримы с Арестовичем. Но пока вот такая пауза. Пока так, ребята. То есть, ну, посмотрим, как будет через неделю, через... Арестович глубина маневрирования. Ну, так за это вы его и любите. Даже те, кто его не любит, все равно его любят. Так. Будет интервью с Карасевым. Ну, пока пропал с радаром. Не знаю насчет интервью с Карасевым. Предлагаю. Саша, у вас грустные глаза. Да, потому что сколько? Ой, ё-моё. Под 3 часа стрим. Наверное, поэтому так, да? Темы грустные. Просто темы грустные. Так. Спасибо вам большое. Значит, здравствуй, Саша. Если россияне потратили 1/10 стоимости войны, то могли бы купить 5 Украин и сделать из них ляльку. Чё россияне такие тупые? Ваш комментарий, спасибо. Ну, элиты продажные. Продажные элиты. Продажные, вороватые, всегда такие были. Поэтому, смотрите, тут же не только там, вот, вы какую модель рисуете? Жанет, да? Какую модель? Что россияне дали денег, отстроили, отгрохили бомбовую Украину. Так, а Россия что, бомбовая? Или как в России бы посмотрели на то, что Россия бы Украине дала денег и отгрохали бы такую классную Украину? В России большая страна, там куча проблем, там куча неосвоенных земель. Ну или малоосвоенных, там куча, там геологоразведку проводить и проводить, там очень вообще потрясающий может быть туризм, просто потрясающий. Там у меня в клубе зрителей там ребята, которые занимаются в Дагестане, ну вот этими прогулками, Байкал, то есть там реально можно, и не можно, а нужно вваливать кучу денег для инфраструктуры, чтобы весь мир ехал, смотрел и обалдевал. То есть это жемчужины, там все, что хочешь в этой России есть. А тут они должны давать деньги Украине, из нее делать ляльку, а сами, получается, не вкладывать в свои какие-то мощности. Поэтому этот вариант с коммерцией не получается. Понимаете? Не получается. Это не коммерческая история, эта война. Это история продажности элит
под чужой сапог. Понимаете? То есть они просто купили статус, да, они подумали, что они там будут среди белых господ тоже какими-то важными людьми, и в этом не договорились идеологически. Да, друзья, много передач, вопросов, лайков. Если говорить про мир, Антон Несменов пишет, с чего бы вы начали? Это тяжелый на самом деле вопрос. Если говорить про мир, я бы начал с поминок. Я бы начал, причем там с одной и с другой стороны, да. Бутылка водки, стакан, хлеб, вот это все по-православному, все это вот с этого бы начал. Ну, понятно, помолиться, да, то есть помолиться хорошенько, чтоб отпустило, понимаете? Хорошенько хряпнуть за тех, кто ушел, зазря. И вот с этого надо начинать. Так вот таких, так по-мужски, так все, и оставить эти все проблемы. А потом все переложится, перемелится, мука будет, но жалко людей. Уже не вернуть. Так, друзья, всем большое спасибо. Значит, с салом, с маслом, да, с салом, с маслом. Насыпать щи и борща, да, надо насыпать, да, обязательно. Вкладываться в Украину, посмотрите, сколько бабок впухивает Европа, как в черную дыру. Ну, они же не вкладывались, подождите, они вкладывались, конечно, война — это черная дыра. Вкладываться имеется в виду, вкладываться в развитие, чтобы витрину. Насколько я понял предыдущий вопрос, это вопрос о витрине. Так. Так, спасибо и вам большое спасибо. Друзья, поминки не поможет, простить себя сможем или умрем с горем. Сможем простить себя. Я понял. Спасибо за уточняющий вопрос, Антон. Сможем. Искупление, прощение, это все. Я вообще в таких случаях, закончим на такой более позитивной ноте. У меня бабушка была, кладезь была вот этой народной творчести, фольклора, каких-то таких. Причем как бы все по-украински, там, с украинскими словами, и причем вперемешку, и российские, и по-русски, и по-украински, вот эти все поговорки, как вот отскакивали. И там вот есть такое выражение, это от бабушки досталось, конкретно она так любила говорить. Значит, не согрешишь, не покаешься. И это вот, знаете, вроде как такая насмешка над грехом. И вроде как это прямо аж так не по-православному, не по-христиански, фу-фу-фу. Но в этой легкости и заключается глобальный смысл. Там наверху, нас легко простит Господь. Легко. Смотрите, вообще прощать — это легко. Тяжело не от того, что ты не простил, от этого тяжело. Прощать легко. Жить с грузом, болью, там. А насчет прощения это легко. И простить легко. Тяжело пережить. Вот переживать будем тяжело. А насчет прощения не переживайте. Нас Бог легко прощает, и мы должны легко прощать. Спасибо большое за сегодняшний шум. 3 часа. Ух, как для понедельника. Но спасибо большое, что мы встретились. Поставьте лайк и напишите, что думаете. Согласны, не согласны. Просто напишите и давайте хорошенько пошумим в комментариях.